Зараз сталася помилка, спробуйте пізніше. Зараз починаємо трансляцію. Идет, все хорошо. Смотри. Добро, все добро. Итак, сегодняшняя трансляция у нас называется «Задайте доктору вопросы». Я вижу, как вы задаете мне вопросы прямо онлайн. И хочу сказать, что я вижу ваши вопросы, которые вы задаете мне в Инстаграм, а также задаете мне их в ТикТоке. Сейчас, одну секунду, я включу еще трансляцию в Facebook, чтобы она у нас шла. Сейчас очень я быстро это сделаю. Не переживайте, мы все успеем. Ладно, не буду я делать Facebook. Итак, сегодня я бы хотел рассказать о двух препаратах нашей компании «Тибетская формула», которые мы выпустили. Один из них называется Тусилен и второй называется Сквален. Что это за препараты? Сквален — это препарат, который выделен в очередной раз нашей компанией. Мы его сделали из семян амаранта или из масла амаранта. В отличие от принятой добычи данного сквалена из печени глубоководных рыб или акул, мы решили идти другим путем и выделили другим путем сквален, сделали его более экологичным. Это триптерпен, который обладает мощнейшими антиоксидантными, иммуностимулирующими и увлажняющими свойствами. И используется сейчас как вакцина от онкологии и так далее. Применение, сейчас я почитаю. Применение в онкологии и лечение рака. Сквален изучается как потенциальный агент в онкотерапии. И новые производные, такие как вот именно то, что мы сделали, амофильный этиленгликоль сквален, демонстрирует антиопухолевые эффекты и в модели рака мочевого пузыря и так далее. Значительно снижает рост опухолей с меньшими побочными эффектами по сравнению с синтетическими препаратами. Также фермента в пути синтеза холестерина показывает потенциал в лечении рака легких и других злокачественных опухолей предстательной железы. Подходы к перепрофилированию препаратов выявляют новые ингибиторы, то есть сквалена, для борьбы с резистентными формами рака и так далее. И другие медицинские применения. Это я читаю выписки из медицинских журналов. Является антиоксидантом и защищает от ультрафиолетового излучения. Защищает от окислительного стресса, вызванного УВА-облучением, снижая воспаление, нормализуя метаболизм, коллаген и сигнальные пути роста. В 2025 году исследования подтверждают его роль в предотвращении ингибирования коллагеногенеза и апоптоз в фибробластах. Я могу сказать, что в случае, если у вас есть постоянно воспаляющийся рубец послеоперационный, и вы не можете справиться, используйте спрей, который называется сквален. Он похож на обычное масло. Количество сквалена в нем 87%. Это чистое вещество. Этот препарат сейчас стоит недорого. И поторопитесь, потому что мы одни из первых на рынке в Украине вышли с данным препаратом. Он является очень эффективным, очень мощным, очень ярким. Мы его сами синтезировали, используя передовые технологии кавитации, а также используя передовые технологии выделения данного препарата, наши, запатентированные нами. Он очень помогает здоровью сердечно-сосудистой системы, и в комбинации с токоферолами и так далее является одним из нутрицептов, которые имеют ярко выраженное геронтологическое действие. Компания Herb использует его в продуктах для снижения холестерина, в поддержке сердца и так далее. И я могу сказать, да, можно использовать его. Он снижает холестерин, он снижает глюкозу в крови, он повышает инсулин, улучшает
улучшает состояние щитовидной железы, улучшает состояние глаз, улучшает состояние сердца. Эффект его ощутим уже первые 3-4-5 дней после применения. Его можно использовать как перорально, так и внешне, потому что имеет яркое заживляющее, противовоспалительное действие. Уникальное есть действие сквалена. Он является мощнейшим антигельминтным препаратом, и он помогает в терапии от забытых таких, или они называются паразитарные инфекции, такие тропические заболевания или перенесенные тропические заболевания, ну, допустим, трипосомы. Очень яркое заболевание, которое возникает на фоне инфекции, которую получает человек, путешествуя где-нибудь в Египте или еще где-либо, что заканчивается обычно циррозом. Также есть исследования, которые утверждают, что применение перорально данного препарата помогает в лечении заболевания Лайма и помогает при лечении заболевания энцефалопатии. И также есть скрытые болезни, вызванные какими-либо гельминтозами. Является еще и мощным противомикозным средством. Также COVID-19 в фазе 3 клинических испытаний оценивается эффективность. И говорится уже, что сквален усиливает иммунитет в вакцинах и без вакцин повышает антитела к самому сквалену. И тенденция на 2025 год. По прогнозам медицинских компаний, спрос на сквален фармацевтики вырастет на 90% благодаря R&D исследованиям, которые я вам прочитал, в онкологии, иммунологии и так далее. Снижается в пользу биосинтетического, сделанного из, как мы сделали, мы его синтезировали из масла амаранта, который выращивается на территории Винницкой области, и он является очень мощным и так далее. Безопасный, противоопухолевый, противовирусный, противовоспалительный и так далее. При этом местное использование доказывает, что на первых стадиях заболевания базалиома и меланома может быть как препарат, который используется и который формирует апоптоз клеток опухолевидных и в дальнейшем уменьшению карциномы и так далее, и развитию данного заболевания. Поэтому используйте удивительный препарат в спрее. Его цена на сегодняшний день в районе $33. Это недорого, потому что я смотрел, сколько стоит соответственно вакцины из данного препарата. То есть это этот препарат, который в ампулах по 5 мг стоит одна ампула 5 мг $22. Я посчитал, что если бы мы сделали из этого препарата ампулы, то у нас бы соответственно вышло 160 ампул. Поэтому это достаточно эффективный, яркий, очень мощный препарат. Действие сквалена как в виде инъекции, так и в виде использования перорально является соответствующим, так как действие его перорально не всасывается желудком, всасывается в двенадцатиперстной кишке. Потребление и усвоение сквалена приблизительно на 80%. Депонация происходит через почки, и поэтому действие на человеческий организм длится на протяжении от 9 до 16 часов. Поэтому в случае, если у вас вирусное или бактериальное заболевание, имейте всегда при себе спрей, сделанный из сквалена, который поможет вам справиться с данными заболеваниями. Очень рекомендую. Использовали при отитах, при конъюнктивитах, при воспалении горла, при заболеваниях носоглотки, как капли для носоглотки, как спрей для носоглотки. Использовали при гастритах улучшение состояния, эзофагиальном рефлюксе улучшает состояние, при галитозе устраняет запах на протяжении 4-5 дней, потому что действие его комбинировано. И есть еще такое действие, уменьшает повышенную кислотность желудка, помогает нормализовать работу кардиального клапана желудка и помогает с, как же это называется, с нормализацией деятельности желчных протоков, улучшает состояние печени, снижает холестерин, снижает артериальное давление. Одним словом, препарат от всех заболеваний. Сейчас мы его уже выставили, сегодня выставили на сайте tf.ua. Почему нас ограничивают в видимости?
В данный момент данный препарат выставлен на нашем сайте tf.ua. Вы можете перейти и почитать и посмотреть все об этом препарате. Итак, второй препарат называется у нас Тусилен. Это препарат, это капли, стоят они $12,5 или в пересчете на гривну, производство Украина, в моей компании Тибетская формула мы его сделали. Данный препарат я рекомендую использовать в виде капель для лечения сухого кашля. Чем отличается сухой кашель и кашель влажный или мокрый? Мокрый кашель — это кашель, спровоцированный с отхаркивающим эффектом, обычно свойственен заболеваниям вирусного порядка, но существует и сухой кашель. Это кашель при астме, кашель аллергический, кашель сердечный, кашель, который возникает на фоне заболеваний пылевой аллергии, на фоне нервных состояний, при сердечной астме и так далее. И человек вынужден искать возможности уменьшить такие рефлексы кашля, и для этого необходимы препараты, которые будут уменьшать такие рефлексы. И мы создали такой препарат для сухого кашля Тусилен. Рекомендую принимать астматикам, людям, у которых есть аллергия непонятного или невозможного происхождения, на пыль или работа какая-либо. Есть нервные состояния, которые стимулируют кашель, есть сердечные заболевания. Прием препаратов каких-либо, очень часто это бывают, это могут быть препараты от гипертонического заболевания, это могут быть препараты для лечения поджелудочной железы, это могут быть препараты для лечения, денол может вызывать у человека кашель, а денол — это препарат висмута, который принимают для лечения эзофагеальной рефлюксной болезни. Некоторые препараты в неврологии могут вызывать кашель, также препараты, также аллергические какие-либо процессы, то есть человек страдает аллергией, не может понять, с чем это связано. Бывает такое, что аллергия может быть на фоне стресса, как иммунного, так и психического, и это может вызывать или перерастать в дальнейшем в заболевание астма. И для того, чтобы этого не было, я рекомендую использовать данный препарат Тусилен. Он называется Тусилен, это капли успокаивающие легкие и убирающие мучающие человека кашель. Не нужно на сегодняшний день пользоваться препаратами с глюкокортикостероидами, то есть в случае, если вы принимаете препараты для улучшения общего состояния легких на фоне, допустим, астмы, это астмопен, цельбутамол, биратекс и какие-либо еще, я рекомендую на их фоне для уменьшения воздействия данных препаратов использовать все-таки наши капли, которые называются Тусилен. Использовать от четверти до чайной ложки на 1 стакан воды можно выпивать как за раз, так и на протяжении дня 1 раз в день. Очень эффективные капли, кашель исчезает, процесса откашливания не возникает, легкие при этом в дальнейшем показывают хорошую работу, улучшается сатурация и так далее. Есть подробные исследования. И на первый и на второй препарат у нас есть гигиенические заключения, сертификат соответствия, сертификат качества. И мы можем это вам все представить, если необходимо. Все это можно найти на сайте. Итак, сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Переходим дальше к теме. Смотрим. Лариса, Андрей Андреевич, сколько дней максимально можно его пить? Сейчас. Лариса, Андрей, сколько дней максимально его можно пить? Лицо посветлело, шея пока нет. Хочу понять, что появилось аллергеном. Попаду к врачу не скоро. А что пить, уважаемая Лариса? Что вы там пьете? Аллергонорм? Что пить? Ничего не понял. Может, не с той стороны я читаю сообщение. Андрей Андреевич, сколько дней максимально можно пить? Лицо посветлело, шея пока нет. Хочу понять, что появилось аллергеном. Попаду к врачу не скоро. Боюсь снова аллерген съесть или выпить. Для того, чтобы аллергии не было у человека, необходимо знать, что существуют определенные принципы, которые могут помочь человеку избавиться от аллергии. Что это за принципы? Это увеличение хлорида в продуктах питания. Что я рекомендую вам делать? Возьмите 2-литровую бутылку с теплой водой, с кипяченой водой, 2-литровую бутылку. После чего добавьте туда
1 столовую ложку соды, 1 чайную ложку соли. Выпивайте хотя бы 1, 2, 3 стакана на протяжении дня. Это ни на что не повлияет, но улучшит состояние, которое сейчас у вас возникает, с чем бы ни были связаны аллергены. Хлориды уменьшают количество нейтрофилов, улучшая общее состояние иммунитета и уменьшая состояние реакции на, допустим, пылитоз и так далее. Второе. Существуют определенные фильтра, которые используются для купирования аллергических реакций, связанных с какими-либо воздействием грибков, грибов, плесени, аллергенов каких-либо, пыли, пылитозов. Это специальные фильтра, которые ставятся в нос, которые можно использовать на сегодняшний день. Если аллергия вызывает у вас красные такие проявления на коже, они такие агрессивные, пекучие и выглядят как аллергия на сладкое, не купируются при этом они ни диазолином, ни цитрином, ни тавигилом, антигистаминными препаратами, а реакция уменьшается только при введении препаратов кортикостероидов каких-либо, то вам необходимо принимать лонгин, 1 чайная ложка на 1 стакан воды, также увеличить количество употребления кальция. Кстати, существуют исследования, которые утверждают, что количество кальция и его дефицит напрямую связан с проявлениями аллергии у людей, особенно очень взрослых или достаточно зрелого возраста. Таким образом, в этих исследованиях говорится о том, что если человек болеет аллергией, то в случае, если ему увеличить количество употребляемого кальция, который усваивается, то это может повлиять на его общую резистентность к аллергическим проявлениям. Поэтому я очень рекомендую использовать кальций жидкий компании «Тибетская формула». По 1 чайной или по 1 столовой ложке, можно без воды, 1, 2 или даже 3 раза в день. Это совершенно безопасно. И дефицит кальция есть у всех людей, которые переходят возраст 45 и выше. Он развиваться как раз и начинает в возрасте где-то 40 лет. И дефицит кальция в дальнейшем формирует остеопороз. И это очень частое явление, особенно у тех людей, которые занимаются активным спортом, очень часто потеют, то есть ведут абсолютно здоровый образ жизни. Почему у человека формируется остеопороз? Он формируется от того, что у человека есть быстрое похудение, у человека есть недостаток употребления тех или иных продуктов питания, частые аллергии. Также это может быть связано с большим количеством продуктов, в которых есть переизбыток калия. Также в организме есть ощелачивание крови, такое тоже может быть. Кстати, я заметил, что у очень многих людей, которые по совету определенных, наверное, блогеров, их можно назвать, начинают принимать перекись водорода. И вот у меня есть, наверное, точно больше 7 человек таких людей, взрослых, которые на протяжении более чем 3-4 года ежедневно употребляли перекись водорода, как им советовали, по 10 капель. По-моему, об этом говорил Неумывакин в свое время. И у этих людей есть одна особенность. У абсолютно этих, точно есть 5 человек, с которыми я постоянно общаюсь. У всех у этих людей есть один диагноз. Это диагноз, который называется остеопороз 3-4 стадии. Причем это все произошло еще и с разрушением тазобедренных суставов. И изучая их общий анамнез, в общем-то и привычки, зная этот диагноз, я подчеркнул, что почему-то есть какая-то зависимость, которая связана с тем, что практически каждый из них принимал на протяжении длительного времени после просмотра видео Неумывакина перекись водорода, которую он советовал принимать очень длительное время. И у некоторых из этих людей, в основном это женщины, у них были еще и приседания, то есть они вели активный образ жизни, приседали, вот в какой-то момент некоторые из них сломали тазобедренные суставы. Когда пришло время для того, чтобы что-то делать с тазобедренными суставами, некоторым из них отказали в операции, потому что сказали, что есть проблема, связанная с костной тканью, то есть это развитый или обширный остеопороз, который необходимо чем-то восстанавливать. Ну и, конечно же, врачи обычно не обращают на это внимания, но я бы хотел сказать, что доля в этом есть. Почему? В нашем организме есть прекурсоры, то есть определенные
даже не прекурсорами их можно назвать, а, наверное, некие ферменты, вот так их назовем, некие ферменты, которые реагируют на определенные процессы, которые возникают в нашем организме. Какие это процессы? Первый процесс – это окисление крови, то есть повышающееся окисление крови обычно, оно возникает на фоне того, что у человека накапливается в крови большое количество кальция и недостает калия. Обычно это происходит при увеличении пируват-киназы тумора М4, то есть по-другому перекиси. Одной из составляющих пирувата это перекись, то есть происходят переокислительные процессы в разных формах, то есть это говорит о том, что кровь становится очень кислой. И второй процесс, который называется, и этот процесс называется процессом ацидоза. Есть еще алкалоз, когда увеличивается количество калия, и у человека формируется алкалоз, и это формирует еще и в дальнейшем сахарный диабет второго типа, ожирение и так далее. Поэтому использование определенных веществ, таких как, допустим, при алкалозе, это может быть недостаточно. Чем тормозится алкалоз и чем его можно подавить. При алкалозе, кстати, очень частым явлением является повышение у человека конкрементов, которые накапливаются как в желчном пузыре, так и в почках. Это кальциевые соединения, кальциево-фосфорные оксалаты, и вызывают различные заболевания, от артроза, заканчивая гонартрозом и какими-либо заболеваниями суставов. Ну и подагра, естественно. И, конечно, чем это все регулируется, как ни странно, это регулируется аммонием, то есть самым обычным нашатырем. То есть в случае, помните, я когда-то говорил, попробуйте при подагре не торопиться принимать аллопуринол или не торопиться принимать колхицин, или если вы принимаете и вам не помогает, то введите в питание свое анисово-нашатырные капли. Это капли, которые состоят из ароматического масла аниса и нашатырного спирта. И не нашатырного спирта, а аммиака, извините, аммония. Это я оговорился, извините, не нашатырного спирта, а аммиака. И тут сразу же вопрос, вы что, Андрей Андреевич, аммиак ни в коем случае нельзя принимать? Да, я согласен с вами, здоровому человеку этого делать не нужно. Здоровый человек, ему нет необходимости принимать нашатырный спирт. Но в случае, если аммиак, извините, аммиачные капли. Но когда врачи говорят, нельзя принимать аммиак, то сразу же посмотрите, что находится в каплях, которые называются аммиачно-анисовые. В них находится аммиак или аммиачный спирт. Поэтому в случае, если вы будете принимать нашатырный спирт, все правильно, нашатырный спирт — это спирт, в котором находится аммиак, то это то же самое, как если вы будете принимать нашатырно-анисовые капли. Поэтому смело принимайте от 30 до 50 капель на 1 столовую ложку воды. Это сможет убрать у вас оксалаты, почистить вам почки, уменьшить даже камни в почках. Один из самых лучших процессов, которые я вообще могу посоветовать. Почему? Именно нашатырный спирт в нашей крови помогает нам снизить высокую кислотность крови, а перекись повысить пониженную кислотность крови. Именно поэтому, когда стоит вопрос повышать или понижать кровь, или что делать, чтобы она была жиже, так вот, в случае, если вы хотите, чтобы было жиже, необходим аммиак. Именно поэтому хочется вспомнить в свое время огромное количество изданий, где говорилось о применении уринотерапии. Кстати, есть очень много людей, которые написали отзывы о применении уринотерапии, положительные причем отзывы. Вы понимаете, врачи долгое время не могли понять. Зря не могли понять, многие понимают. И многие понимают, что именно аммиак в крови регулирует процессы снижения кислотности крови, и пируват, или по-другому перекись водорода, она может повышать щелочную реакцию. Поэтому обращайте на это внимание. Теперь вы знаете, что необходимо делать.
Еріка Велика. Ох ти ж у вас красива фамілія. Доброго дня, Андрій Андрійович, сину 14, в нього такий тиск високий. Порадьте, чим допоможе, як стабілізувати його тиск. Дуже дякую. У дітей дуже потенційно виявляється і збільшується тиск, якщо у дитини дуже довго накаплюється у раціоні їжі глюкоза. І перші відзнаки того, що у дитини формується цукровий діабет другого типу, це якраз відбувається на тому, що відбувається і підвищується тиск. І так, це потрібно на це дивитися. Що потрібно робити? Мені потрібно, щоб ви дали мені параметри вашої дитини, написали мені в персональне особисте повідомлення. Я подивлюся і після цього скажу, може ми підберемо препарати, які допоможуть дитині перше схуднути, після цього зробити так, щоб її нервна система працювала гарно. Що відбувається, коли дитина не доспить, коли дитина лягає дуже пізно, коли дитина набирає вагу, коли в дитині дуже багато глюкози, коли дитина дуже рано встає, коли є стреси, і вони дуже такі потужні, то цю дитину неможливо чимось одним лікувати. Це потрібно роздивлятися як суцільний ряд проблем, які мають значення і тим органом, мішенью, на який діє зараз тиск. Всі ці проблеми, вони діють таким чином, що підіймається тиск, і в даному випадку серце є той орган-мішень, на який більш всього западають ці всі порушення. Тому це можуть бути ендокринологічні проблеми, психічні, психіатричні, неврологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні і навіть гормональні, які можуть порушувати стан і доводити і приводити дитину до того, що в неї з'являється тиск. І коли ми будемо зараз роздивлятися дитину і будемо казати, а давайте дитині будемо давати препарати від тиску, то це не є вихід. Тому що препарати від тиску у цьому возрасті це може бути дебютом, початком гіпертонічної хвороби, яка надалі може розвиватися, погіршувати стан, і надалі можуть бути проблеми з серцем, серцевою діяльністю. Не потрібно дитину з 14 років робити хворою, але потрібно дивитись, що потрібно робити. Зв'язуйтесь зі мною, я вам допоможу. Андрей, здрасте, вы назначали при застойном простатите аденомид, битулин и лизоцим. Пьет уже 2 месяца. Скажите, продолжать еще пить аденомид или что-то другое? Да, аденомид продолжать пить. При этом, для того, чтобы избавиться все-таки от аденомы, я рекомендую использовать еще свечи, которые используются при аденоме. Это изотоновые свечи моей компании. Кстати, я забыл сказать, прямо сейчас вы можете перейти на мой сайт tf.ua и участвовать в нашей акции. Это минус 20% на все препараты компании «Тибетская формула». Эта акция идет к дню Хэллоуина, который прямо до 31 числа пройдет, я так предполагаю. И у вас есть сегодня 28, 29, 30, 31. 4 дня для того, чтобы приобрести все препараты с скидкой минус 20%. Поторопитесь, если вам пришла необходимость и лечение требуется, и нет больше возможности терпеть, начните уже сегодня с акцией минус 20%. Светлана Герус. Андрей Андреевич, очень жду на ваши эфиры. Дякую. Спасибо за нужные советы. Заметила, что мой правый глаз воспринимает все в искаженном, искривленном виде. Может ли это исправить? Да, можно попробовать принимать капли, которые называются у нас Уберон. Почему искаженный вид? Это, видимо, связано с дистрофией макулы. Это может быть связано со стигматизмом, который может развиваться. Это может быть связано как с высоким давлением, которое повышается, так и с дисфункцией самого хрусталика. Все эти процессы, они приводят к тому, что у человека происходит искривление или искажение зрительного
фокуса. Поэтому, первое, что необходимо сделать, все же поставить правильный диагноз у офтальмолога. Ну и второе, если у вас для этого нет никакой возможности, есть общие капли, которые поддерживают наш глаз. Это капли Уберон, в составе которых находится лангин, который восстанавливает слизистую нашего глаза и нашей сетчатки, уменьшает артериальное давление в сетчатке, улучшает общее выделение слезы, потому что сама по себе лизоцим является мурамидазой или слезой. Второе, это препарат бетулин, который там находится в количестве 0,5%. Его действие антиоксидантное, антиокислительное, восстанавливающее, противовоспалительное и так далее, так далее. Очень реагирует на него хрусталик, поэтому если есть недиагностируемые или общие заболевания, общие формы глаза, я рекомендую использовать капли Уберон. Они действительно зарекомендовали себя как капли хорошие, очень помогает, или очень хвалят люди, которые используют при смежных заболеваниях, таких как заболевания катаракты и глаукомы, одновременно, послеоперационные заболевания, осложнения послеоперационные. Очень рекомендуют и прямо говорят, что очень помогли капли Уберон, много очень я получил благодарности и хороших отзывов. Поэтому используйте, это безопасно. Єлена Смальченко, добрий вечір, чарівний гуру. Дякую вам, Олена. Ваші вебінари так розфарбовують робочий вечір. Дякую за вашу відданість і невтомну працю для людей. Все на благо вам. Так, підтримуєте українського виробника в моєму вигляді і підтримуєте і Україну, і перемогу, і всіх. Тому що ми український виробник, а це значить, що ми робимо все для того, щоб українське виробництво збільшували, щоб люди мали доступ до того, що ми робимо, і цим ми підтримуємо саму Україну. Таким чином, підтримайте українського виробника, підтримайте український бізнес. І дякую вам, Олена. Виолет, Андрей Андреевич, у меня постоянно болят ноги и колет в костях ног. Это фибромиалгия или позвоночник. Но это может быть будь что. Это может быть фибромиалгия, это неврологическое заболевание. А может быть это у вас иррадирующая боль, которая идет от позвоночника. Это может быть артритная боль, которая формируется, которая может быть, кстати, различными формами артрита. Это может быть у вас дебют ревматоидной болезни. Это может быть у вас начало вирусного заболевания или латентное какое-либо заболевание, при котором повышается воспаление в теле и повышается соя. Но это все необходимо исследовать, в каком направлении необходимо двигаться. Первое – это развернутый анализ. Первое – это обращение к терапевту, который даст вам, скорее всего, развернутый анализ крови, после чего, скорее всего, переведет вас к травматологу или неврологу, которые начнут исследовать кровь и устранять определенные диагнозы. То есть это полиартрит, ревматоидный артрит, смотреть на ваши рефлексы и смотреть, чем же вы болеете. Нет, к сожалению, я бы хотел вам сказать, чем вам можно помочь, но, к сожалению, не имею ни права, ни возможности. От себя могу сказать, что в любом случае, будь то фибромиалгия или ревматоидный артрит, в любом случае первое и второе, даже если это аутоиммунный процесс, и первое и второе лечится, если применять препараты, улучшающие иммунитет, поэтому можете попринимать бетулиновую кислоту, кверцетин, ресвератрол, сквален, препараты, которые повышают иммунитет в целом. Поэтому, сорі. Вітаю, Андрій Андрійович, чи є в тібетської формули БАДи від мастопатії? Так, я давно зробив БАДи від мастопатії. Перший – це препарат в вигляді таблеток, він має назву мастопатин. І друге – це мазь для грудей. Мазь для грудей – це від мастопатії. Дуже гарно працює. Я вам кажу, це серйозно. Також, коли мастопатія у людини, то це може бути процесами захворювання і запалення. Що робити при запаленні? Потрібно знати, що запалення може бути на фоні простудного захворювання, там ногами постояли і запалення почалося. Друге, це може бути гормональний процес і зріст пролактину на фоні якихось процесів, визваних гормональними процесами, на фоні клімаксу.
чи стресів. І третє, це може бути на фоні клімаксу, пухлина, яка може бути індукована високими титрами естрогенів. І це може бути індукована хвороба, яку ви можете роздивлятися і думати, що це мастопатія, це може бути дебют пухлини, яка там розвивається. Тому для того, щоб ви не гаяли часу, зверніться, будь ласка, до лікаря-мамолога, який повинен глянути все ж таки на вашу залозу і після цього вже сказати, який же це діагноз. Якщо ви вже були у лікаря і у вас є вже діагноз, і ви знаєте на 100%, що це у вас мастопатія, тоді використовуєте декілька препаратів. Перший препарат – це зниження естрогенів. Це на 100%, тому що збільшення естрогенів, як зазвичай, і приводять до того, що з'являється така мастопатія. Що потрібно приймати? Препарат має назву міоінозітол. Міоінозітол. Зараз я гляну, як він у нас називається. Препарат має назву мастопатін. Здоров'я жіночої репродуктивної системи і так далі. І мазь називається бальзам для грудей. Має ось таку назву. Бальзам для грудей. Має ефект, робить груди пружними там і так далі, але основа цього всього – це зняття запалення з грудної залози, гарний бальзам, мені дуже подобається. Індол. Не міоінозітол, а індол. Індол потрібно вам приймати, бо індол купує, індол-трикарбінол називається. Індол-трикарбінол, він онкопротектор, але він дуже знижує естрогени. І регулювання ваги, регулювання гормонального фону, регулювання при клімаксі, регулювання при пухлинах, аденомах грудей. Рекомендую приймати оцей препарат індол-трикарбінол. Так. Індол-трикарбінол. Шпак Володимир Андрійович, приймаю 6 місяців панкресор пебетолін. Чи можна до бетоліна ще додати якийсь препарат? Маю панкреатит і варикозне розширення вен. Тантал потрібно приймати. Тантал знизить у вас варикозне розширення вен. Також для підтримки вен я рекомендую використовувати екстракт, називається він каштану. Дуже гарний препарат, який може відновлювати і судини, і підшлункову залозу, підвищувати амілазу, і підвищувати панкреатинні соки, і підвищувати пепсин. І цей препарат має назву Софора японська в вигляді екстракта. Дуже-дуже рекомендую. Що потрібно вам приймати? Приймайте Софору, приймайте панкресор, приймайте тантал. Здравствуйте, Андрей Ильич, пожалуйста, дайте народные средства от пародонтоза. Берете масло растительное и полоскаете им рот, вот так. Второе. Смазывайте десна при пародонтозе обычной зеленкой или каплями зеленина. Также можно накапать так, чтобы еле зеленая была водичка, и полоскать вечером перед сном. Также вы должны знать, что пародонтоз очень часто проявляется у тех людей, у которых есть либо уменьшение иммунитета, либо второе, сахарный диабет второго типа. Как правило, у людей с сахарным диабетом второго типа, как правило, у большинства этих людей развивается пародонтоз.
Поэтому обязательно обращайте на это внимание. Чем повышать иммунитет? Это бетулиновая кислота. Чем убирать сахарный диабет второго типа? Можно принимать метформин 500 по одной таблетке 2 раза в день. А можно принимать мой препарат глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день и пикалинат хрома. Но метформин лучше. Android. Ох, і ім'я у вас і фамілія, надо же, китаєць. Доброго дня, чи можна позбутися сольових наростів, шишок на пальцях, рук і ніг, стволах? Дуже вам вдячний. Ось сьогодні я вам рекомендував приймати нашатирно-анісові краплі. Ось вживайте їх 30-50 крапель на столову ложку водички. І також можна нашатирем прикладати до місць, де є оці сольові нарости. В нашій компанії є препарат, він має назву Депосалт. І другий препарат, чому ці нарости з'являються, це в організмі дуже мала кількість калію. І потрібно приймати препарат, він називається уроліз, і другий манкуліт. Манкуліт навіть краще. Якщо це пов'язано ще з нервовою системою, то манкуліт. Якщо без нервової, то уроліз. Це дуже гарний препарат уроліз. 1 чайна ложка на стакан води, на склянку води, 1, 2, 3 рази на день. І рухи звільнюються, плечі перестають хворіти, голіностоп там перестає боліти. І дуже класний препарат для тих. А також знижаються конкременти, камінці і в жовчному міхурі, і в нирках і так далі. Дуже рекомендую. Гарний препарат. Збільшуйте кількість калію в крові, тоді у вас не буде оцих проблем. Мір всім. Це мір тільки Україні, а всім це як вони хочуть. Вопрос. Удаляла пиявками гематому левой груди, в раны занесли инфекцию под мышкой, пошли стеки и уплотнения. Вопрос, что мне делать? Нічого не можу сказати. Прикладайте спиртову якусь салфетку. Я ничего не могу сказать. Я бы с радостью вам ответил, не знаю. Я думаю, что в случае, если там началось воспаление и некротизирование тканей, то это может формировать абсцесс глубокий. И такой абсцесс глубокий, он, в общем-то, не сильно хороший. Это очень частое явление, когда ставят под мышку пиявки. Пиявка сама по себе, она может быть нечистой. И, в общем-то, я бы не рекомендовал ставить там на узлы большие, на лимфоузлы, на железы. Ну, как-то так, как по мне, то это не особо безопасно. Но люди ж, они имеют право. Что я вам рекомендую делать? Смазывайте йодом. Смазывайте йодом. Можно прикладывать салфетку на 1 чашку 100 грамм теплой воды, не горячей. Добавить 30-60 капель йода спиртового настоя. И добавить четверть чайной ложки соли и прикладывать к этому месту. Можно вместо соли, это ж открытая рана, соли не нужно, соды. Можно прикладывать соды. Попробуйте. А лучше к врачу. Наталья, здравствуйте, Наталья, 56. Спастическая кривошея 5 лет ухудшается. МРТ показала протрузии. И миорелаксанты, физиотерапия не помогает. Подскажите, ложитесь, я раньше вам уже отвечал, на аппликатор Лепко. Купите аппликатор Лепко, ложитесь на аппликатор Лепко и лежите. Также найдите невролога, у которого есть ударно-волновая установка, и пройдите 10-15 сеансов ударно-волновой терапии. Это уберет у вас данную проблему. Вообще хочу сказать, что позвоночник очень напрямую связан с избыточным весом. У меня жуткая травма позвоночника была, жутчайшая, она колоссальная была. Это многократный перелом позвоночника. Есть у меня еще и оперативная установка там, оперативного поддерживающего материала, который там помогает мне в этом мире жить. У меня была очень большая авария и травма. 11 месяцев я находился заново учился ходить, потом находился в травматологии и с потерей чувствительности конечностей у меня было. И там, в общем, самая-самая печальная история. И вот со временем, по чуть-чуть я начал это все, в общем-то, приходить в себя. Но могу сказать, что
боль в позвоночнике была хронической. С 2001 года по 2025 год, начало апреля, у меня была хроническая боль в позвоночнике. Я настолько к ней привык, что я с ней и просыпался, и жил, и мне ничего не помогало. Но стоило мне похудеть, и сразу же боль эта ушла. Поэтому я могу сказать, как я худел. Я принимал препараты для печени, для поджелудочной железы, альфа-липоевую кислоту и активировал работу своих клеток. То есть я принимал коэнзим Q10 препарата, также увеличил количество минералов, каких кальций, магний, калий, цинк. То есть я это делал 1, 2, 3 раза, пикалинат хрома принимал. Также активно начал дышать, просто активное дыхание в сидячем положении. На прошлом своем вебинаре я рассказал об упражнении Тибет, я его выполняю. Это все помогло мне снизить вес на протяжении очень такого быстрого времени, за несколько месяцев. И со снижением веса и улучшением работы поджелудочной железы, как я раньше говорил, что поджелудочная железа, как ни странно, напрямую связана почему-то с нашим позвоночником. Поэтому, улучшая работу поджелудочной железы, мы улучшаем работу позвоночника. Чем я улучшал? У меня есть великолепный препарат, называется Панкресорб. Я его принимаю уже несколько месяцев, по 2 таблетки 3 раза в день. Также очень помог мне препарат спрей для рта, который я использую ежедневно. Он называется спреем гликоцитрохромин. Классная штука, на его фоне я похудел. Просто я это делаю дисциплинированно, оно постоянно у меня, если я где-либо езжу в сумке, если где-либо в кармане, я это делаю каждые 4 часа, 2-3 пшика в рот. Очень классная штука, вообще очень вдохновлен, и могу сказать, что кто хочет похудеть и есть такая задача, используйте данный препарат. Супер-супер, мне очень понравился. Поэтому кривошея, протрузия, лечите поджелудочную железу, лежите на аппликаторе Лепко и, конечно же, пройдите импульсную терапию у любого невролога. Так и напишите ударно-импульсная терапия при заболеваниях позвоночника и найдете такую терапию. Она недорогая, несложная, есть практически у каждого невролога-травматолога, и можно с ним договориться и помочь себе. Лариса Дубиневич. Здрасте, Андрей Андреевич. Здрасте. Есть ли препараты F от хеликобактера, я так понял, или нужны все же антибактериальная ЛСТ, ЛТ очень увеличенная, если узлы в щитовидной железе, но не онко, жировой гепатоз, гастрит, принимаю гиптрал. Пантепрозол. Смотрите, пантепрозол — это не лечение данного заболевания. Пантепрозол и является фактически ингибитором протонной помпы, который помогает вашему желудку правильно открываться, а конкретно кардиальному клапану, для того, чтобы не формировался заброс и, в общем-то, не решает ваши вопросы. Какая проблема у вас основная? Это хеликобактер. То есть, если хеликобактер есть, то происходит уменьшение, происходит, во-первых, разрушение слизистой оболочки, происходит неправильное формирование пепсина, увеличивается гастрин, увеличивается количество соляной кислоты, ухудшается работа, повышается кислотность 12-перстной кишки. Что необходимо делать? Первое. Сейчас я скажу такие вещи, которые вас будут очень шокировать. Вам необходимо начать первое, принимать кальция-карбонат. В нашей компании только цитрат, но скоро мы выпустим и карбонат. То есть первое, что необходимо делать, найти карбонат кальция, принимать его. В какой дозировке? Буквально, если это в чистом виде порошок, на кончике ножа, чуть-чуть на большой стакан теплой воды. Принимать 1 или 2 раза в день. Второе, что необходимо делать, принимать лангин, мой препарат. 1 чайная ложка на стакан воды, туда же добавлять прополис. И все это и принимать по 1, 2 или даже 3 стакана на протяжении от 30 до 40 дней. И для улучшения иммунитета и слизистой оболочки купите вот этот сквален. Брызгайте себе в рот 3-4 раза, потому что прямо сегодня я читал, что он действует на хеликобактер. Его можно применять, он еще и остальные ваши проблемы тоже уменьшит, вернее. Поэтому можно еще мумиё, потому что показала свое великолепное действие при улучшении иммунитета. Сейчас нас смотрят 2500 человек.
Знаете, это много. А вот скажите мне, почему вы сейчас не ставите лайки к моему видео? Вот смотрите, вас много... Ой, не туда я нажал. Вот, начали лайки ставить, молодцы. Не в чате, а под видео необходимо ставить лайк. Поставьте лайки, а то вас смотрит 2500 человек условно, а лайки поставило 300. Ну что это такое? Будьте тоже чуть-чуть, относитесь чуть-чуть теплее к дорогому Андрею Андреевичу. Щоб ви порадили, як жити після видалення жовчного, дуже дякую, слухаю вас завжди. Нічого не потрібно робити, видалення жовчного ні до чого, ніяк не порушує ваш стан. Ось якщо б ви його не видалили, то був би фіброз печінки, після цього формувався би білярний цироз, після чого мав би бути сепсис, зараження крові і там цироз. Може до цироза би це все дійшло, а може б запалення дійшло б до фіброза, некроза і сепсиса, чи ще до чогось, до просто там основного цирозу. Тому те, що ви не втратили печінку, і це не привело вас до цирозу, лікарі такі гарні, зробили дуже важку. І коли людина каже, Андрій Андрійович, мені видалили жовчний міхур. Ні, видалити жовчний міхур у людини – це дуже важка операція, дуже важка. І вона дуже довго проводиться, вона дуже важка, вона має дуже багато таких нюансів. І не кожен лікар її ще й зробить, бо це одна із таких важких операцій. Людина думає, що там там відрізали і все. Ні, це геть не так. У нас ж там жирові тканини, у нас там жовчний міхур, він під печінкою, до нього потрібно там доколупатись, він в жирі, де він там знаходиться. Ще є ці протоки, їх потрібно вивести так, щоб вони не пошкодились у 12-персну кишку. Що відбувається? Дивіться, у вас був жовчний міхур, в ньому накаплювалось. А що було в жовчному міхурі, видавалося все в підшлункову залозу, 12-персну кишку. А що зараз відбувається? А зараз нічого. Все теж відбувається, але нема жовчного міхура. Тому коли ви... А навіщо він був потрібен? Ось таке питання потрібно ставити. Так, в нашому організмі все потрібно, але якщо роздивлятися жовчний міхур, який у вас мов бути на фоні хронічного холециститу бути пошкодженим, а це має бути пошкодження від чого? Це недоброякісні жири можуть впливати. Людина там жарить на маслі, одне й те саме масло використовують роками. Це може бути робітники там столових, там робітники там кухні, які не міняють масло у фритюрах, там жарять на одному і тому ж маслі. Це може бути там, люди дуже часто використовують смалець. Смалець – це пережарене сало, потім з нього зробили смалець. Смалець використовують для їжі. Для чого? Жарять на ньому. Це не гарно. Це не гарно, це пошкоджує жовчний міхур. Також погано їсти морозиво, це солодкі жири. Вони між собою, вони непоставимі. Також може бути запалення на фоні алкоголю, це поганий алкоголь може людина їсти. Це може бути старе сало якесь, це може бути якісь продукти жирів, які мають розпад, і ви їх не бачите. Це може бути там старий сир. Це може бути старе сало. І від цього відбувається там жарка на якомусь там маслі, якому дуже давно вже виповнилось там декілька років. Ви відкриваєте масло, олію якусь, нюхаєте її, і вона дуже погано пахне. То без олії жарта, навіщо вона вам потрібна? Бо це надалі може бути великою проблемою для людини. І я розумію, що люди там нічого не можуть зробити, бо вони там
військові, їм там жарять, на чому прийдеться, банки ці відкриваються з тушенкою, там підігрівають, їдять оце все. Але воно старе, воно для шлунку якось так, а для жовчного геть погано. Тому дуже багато цих захворювань, які відбуваються холецистит з початку, а потім відбувається вже там пошкодження жовчного міхура надалі. Ну і ще нерви. Коли людина нервує, в неї накаплюється жовч, і від нервів, особливо від адреналіну, жовчний сокращається, бо він зроблен із м'язів. І тому він сокращається, але виходу немає. У людей, які голодають, у людей, які дуже знервовані, у людей, у жінок, які там колись були повні, потім дуже похудішали, від цього зараз хронічно страдають. І в них можуть бути ці пошкодження жовчного міхура. Чим можна вилікувати пошкодження жовчного міхура? Сьогодні казав, сквален. Він так відновлює жовчний міхур. Вам видалили щось, і ви знаєте, як це можна відновити все, щоб була чиста печінка, щоб не було гепатитів в печінці, щоб не було герпесу в печінці, щоб не було глистів в печінці, щоб все було дуже гарно. Приймайте оцей сквален. Ви будете дуже задоволені, я вам кажу серйозно. А ще він підіймає настрій, а ще він робить людину молодшу, а ще він робить нашу кожу гарною. Я використовую, і я бачу міцний, потужний, як каже наш президент, міцну, потужну геронтологічну дію. Ось. Пожалуйста, как лечить ревматизм у моих внучек? Ревматизм – это заболевание, которое требует очень большого влияния, очень большого внимания. Ревматизм обычно это заболевание, которое мы видим по крови, как повышенный ревмофактор. Повышенный ревмофактор. Сквален де придбати? Переходьте на мою сторінку, ось тут нажимайте. І там є посилання на мій сайт. Нажимаєте на сайт, пишете сквален і купляєте. Чи пишете мені у особистому повідомленні. Ось таким чином. Пишіть мені в особистому повідомленні, я буду намагатися всім відповісти. Так вот, ревматизм обычно это заболевание, которое является в ревмопробах, это ревмофактор. Смотрите, ревматизм и ревматоидный артрит – это совершенно разные заболевания. Ревматизм, его этиология гипотетически известна, но доказать эту этиологию нельзя. Одно есть но. Ревматизм необходимо лечить вовремя, потому что именно он является основой в дальнейшем заболеваний сердца. И очень часто сердечная недостаточность как раз является не вовремя леченным ревматизмом. Как проявляется ревматизм? Обычно это проявляется в виде лихорадки или повышения температуры, которая длится стихийно, не более 7-12 дней такого инкубационного периода, после чего у человека появляется проявленная такая неврастения, то есть у него нет сил, он лежит, его тошнит, у него начинается похудение и так далее. Потом на месяц где-то исчезает такая проблема, и возникает она вновь в виде того, что у человека появляются проблемы с сердцем. То есть у человека появляется кашель сердечный, одышка, а также мы видим или мы наблюдаем такую типичную картину, как воспаление перикарда, и очень часто может заканчиваться плачевно. Но это может пройти на фоне противовоспалительных препаратов, и потом не наблюдается дебют это ревматизма, в дальнейшем у человека там по чуть-чуть иногда температура, повышается температура, иногда там миалгия, иногда там где-либо боли в суставах, человек не обращает на это никакого внимания, а впору бы. И, конечно же, в крови мы это видим как ревмофактор, то есть он повышен. Даже небольшое отклонение ревмофактора является тем компонентом, который говорит нам о том, что человек является болеющим ревматизмом какой-либо формы. Ну, острой, о которой я говорил, или подострой. Или латентный. Ну и чем лечится? Обычно это лечится антибиотиками. Обычно назначают лечение амоксициллином или назначают доксициллин. Ну, это выбирает терапия. И это обычно длительный период такой. И после этого прогноз хороший.
не лечение ревматизма, в дальнейшем прогноз плохой, потому что обострение и в дальнейшем органом мишенью, который страдает больше всего от ревматизма, является сердце. И вот сейчас, когда вы написали, как лечить ревматизм моих внучек, не могу ответить. Потому что вы, вероятнее всего, путаете слово ревматизм и ревматоидное заболевание. Ревматоидное заболевание, оно тоже бывает 3 видов. И оно является заболеванием аутоиммунным, которое может формироваться на фоне, допустим, климакса. То есть у человека после климакса появляется S-реактивный белок. То есть он повышается, и это говорит о том, что человеку необходимо принимать меры. Второе, это может быть бактериальным, то есть стрептококки, стафилококки, гонококки, там, пневмококки, какие-либо кокки, кокки, которых, кстати, есть в человеческом организме более 200 наименований, стафилококки, которых есть более 40 наименований в носоглотке. На сегодняшний день есть уже исследования, которые, как бы гипотетически подтверждают в очередной раз, что стафилококки и стрептококки и снижение иммунитетов позволяют их продуцироваться в большом количестве, что проявляется в виде S-реактивных белков, которые мы наблюдаем в крови, и фактически является тем, что и формирует в дальнейшем ревматоидное заболевание. Ну и после чего делается еще одно исследование, это антистрептолизин, то есть смотрится, есть ли бактерии, которые находятся в крови, и после этого это называется как бы бактериологический ревматоидный артрит. И назначают терапию в виде диссоциированного антибиотика к этому отрицательной или грамм-положительной бактерии. И начинают давать какие-либо, делают пробы, и после чего определяют таким гистологическим исследованием, на что реагирует бактерия, или которая находится, и как лечить, каким антибиотиком, какой из них реагирует. И обычно это лечение, как правило, это доксициклином, Аслоу лечит. Ну а если при этом S-реактивный белок не исчезает, то назначают препараты, есть известные препараты, которые в протоколе используются. Это, допустим, кортикостероиды. Сейчас используют правильную дозировку, подбирая ее, учитывая вес, длину заболевания, начало дебюта его. И анамнез, который есть у человека. И после чего назначают, допустим, кортикостероиды. Обычно это в начале Мидрол 4 или Мидрол 16 или преднизолон, или обкалывание кортикостероидами, какими-либо инъекциями. Но можно ли это заменить? Ну вот в случае, если у вас есть поставленный диагноз, этот диагноз ревматоидный артрит, которым вы болеете, и вы принимаете препараты, и вам не помогает, кстати, я подозревал, что именно так и будет, то я рекомендую использовать в ходе терапии препарат, который называется лангин. Как его использовать? 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Также полоскать этим нос, брызгать в нос лангиновый спрей, а также на 1 стакан воды еле теплой, 1 чайная ложка лангина и делать спринцевание. Что это даст? Это уберет латентно живущие в носоглотке, в слепой кишке, в желудке грамм-позитивные бактерии. Скорее всего, это стрептококки. И данный препарат имеет такую возможность их устранять. Я это уже назначение делал многократно разным людям. Обычно заболевание гаснет и в дальнейшем где-то на протяжении 2 месяцев исчезает, и в дальнейшем использование кортикостероидов исчезает. То есть у человека улучшение происходит активно. И на этом фоне неплохо было бы для улучшения общего состояния принимать иммуномодулирующие препараты, улучшающие общий иммунитет. Это может быть как мумиё, это может быть бетулиновая кислота, сквален, вот сегодня о нем говорил, и так далее. То есть их много в нашей компании, любой из них можно выбирать и принимать. Ага, дальше. Надеюсь, вам помогло. Добрый день. Не могу избавиться от приливов 4 года. Используйте препарат Климактерикс,
компании «Тибетская формула», Климактерикс. И сегодня я говорил о препарате, который называется индол-3-карбинол, индол-3-карбинол и миоинозитол. Миоинозитол, индол-3-карбинол. Можно еще, знаете, что у нас есть классный препарат, девочки мне пишут и говорят спасибо. Это тот, который делается из пальмы. Он у нас называется... А мне для памяти нужно что-то попить. Он у нас называется... Ага. Копальметто. Он у нас называется Копальметто. Копальметто. Копальметто или Савпальметто. Це препарат, який ось підвищує, зменшує симптоми клімаксу у жінок. Традиційно використовується для підтримки жіночої репродуктивної системи. Це екстракт плодів пальми сереноа. Нормалізує вироблення статевих гормонів у жінок, покращує якість гормонів цих, я так предполагаю, сприяє їх нормалізації функції. У жінок продукт допомагає подолати симптоми клімаксу та підтримує здоров'я матки та молочних залоз. Називається Копальметто, 650 мг, 100 капсул. Його ціна зараз зі знижкою мінус 20% 887 гривень. Тому замовляйте і приймайте Копальметто разом з препаратом Клімактерікс. Клімактерікс. Це розстройство має назву клімакс. І клімактерічне – це значить від клімаксу. 4 роки від клімаксу. Біднесенька. Маріна Бондаренко. Добрий вечір, будь ласка, підскажіть, зможемо з чоловіком дочеріти? Ви що? Зараз у нас який семінар? Задайте лікарю питання. Це є лікарю питання? Наталья Леонидова. Порез ног начала пить нейромедин. Училась ходить, но вчера упала. Теперь, наверное, не скоро встану. Обезболивающее пью фламидез. Посоветуйте, чтобы восстановилась чувствительность ног. Принимайте препарат Децепин моей компании и антипорезин. И еще здоровые сосуды. Антипорезин, Децепин и здоровые сосуды. Очень быстро восстановите нервные ткани. Подяка за вашу працю. Дякую, мені дуже приємно. Тетяна Укханс. Доброго здоров'я, наш гуру, дякую. Протрузії в шийному відділі і поперек. Останній час лікування допомогло, біль в спині, нозі повертається, тяжко ходити, підіймаюсь на сходинки. Лягайте на аплікатор ляпко, змазуйте спину, приймайте препарат міоінозітол, я сьогодні за нього розповідав, і приймайте препарат вертебраліс. А також лягайте на аплікатор ляпко. Я кажу вам серйозно, і ще підтримуйте підшлункову залозу. Чим завгодно, можете панкреатин поприймати, а можете мій препарат Панкресорб. Макулопатія правого ока, що порадите? Уберон краплі для очей і в перше око, і в друге – це для профілактики. Що порадити від варикозу? Від варикозу пораджу приймати ліки для печінки, це бетулін і тантал, а також можна екстракт з каштану. А можна і легка хода, є такий препарат, також дуже гарно допомагає. І можна ліки такі, рутін можна, кверцетин, але вони дорогі. Людмила Осипян. Здрасте, Андрей Андреевич. При простуде можно принимать бетулиновая кислота? Бетулиновая кислота действует как иммунный стимулирующий препарат. Поэтому, если вы хотите при воспалении легких, при заболевании гриппа, при заболевании вируса что-либо принимать, и нужна ли вам бетулиновая кислота, конечно, она повышает иммунитет. Конечно, смело принимайте. Назовите цену, как заказать. Не понимаю, за что вы спрашиваете. Дочка вже важко хворіє, порча є на ній. Ну, що з вами? Задайте лікарю вопрос. Дочки порча є? Ну, таке щось. Лилия, подскажи, пожалуйста, как лечить артроз, остеохондроз всех суставов, постоянные боли в суставах?
необходимо принимать аскорбиновую кислоту в большом количестве. Хондропротектор в моих компании это глюкохон препарат и коллаген. Наш коллаген компании «Тибетская формула» самый лучший из всех коллагенов, которые когда-либо делались. Почему? Мы его изготавливаем самостоятельно, и мы его делаем из отходов пищевой, так нельзя говорить, пищевой отрасли, которая связана с птицей. И у нас получается наш коллаген очень активный. Мы его не делаем из желудков свиней, мы его не делаем из медуз, мы его делаем из хороших продуктов, которые очень хорошо усваиваются. Используйте наш коллаген в таблетках, он очень хороший, вы будете очень довольны. При заболеваниях позвоночника, при заболеваниях артрозов, оно обязательно с аскорбиновой кислотой. Нет аскорбиновой кислоты, нет суставов. Очень часто потеря аскорбиновой кислоты на фоне истощения иммунитета, похудения, снижения веса, и это все влияет на снижение аскорбиновой кислоты. Для того, чтобы это не случалось, принимайте аскорбиновую кислоту, особенно при заболеваниях суставов большой дозировки, минимально 1000 мг 1-2 раза в день. У нас можно препарат аскорбиновой кислоты приобрести в одной таблетке 1000 мг, прямо берете в рот, разжевываете, запиваете водичкой и глотаете. Великолепный препарат. Минусы: нельзя только людям, у которых есть очень огромного размера камни в почках, потому что аскорбиновая кислота может очень стимулировать выход камней или сдвигание этих камней в желчные, в протоки мочеточника. На этом будем заканчивать. Я рад был сегодня ответить на ваши вопросы. У нас прошла сегодня великолепная презентация. Если вы хотите ознакомиться с компанией «Тибетская формула», переходите по ссылке, которая размещена в описании к данному видео. Также в случае, если вам интересно задавать мне вопросы, найдите меня по ссылке к описанию к этому видео в Instagram, в TikTok или где-либо еще в социальной сети, в Facebook, в YouTube. Есть также отдельный канал в YouTube, который называется «Тибетская формула», где я выкладываю отдельно маленькие видео, которые облегчают процесс поиска препаратов, и вы можете знать, что есть такой человек, который может вам помочь, ну хотя бы направить в том направлении, которое вам нужно, и сделать это совершенно безвозмездно. Рад был вас всех увидеть. Наша компания работает над тем, чтобы сделать препараты и лучше, и дешевле, и возможнее, чтобы помочь человеку экологично вылечиться от заболеваний без побочных эффектов. И наш лозунг является «Лечись экологично и становись здоровым». С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Спасибо вам, родные. До свидания. Обожаю вас. Всем не болеть, выздоравливайте. Пусть больше болезней у вас с этого момента никаких не будет. До свидания всем, кто смотрел меня сегодня в Instagram. К сожалению, у меня нет света, поэтому... О, как красиво. Почему сейчас такое изображение не очень красивое? Это связано с тем, что я на зеленом фоне, а у нас нет света, потому что Российская Федерация бомбит наши города, занимаясь террором, и из-за этого у нас... Эдик! Из-за этого у нас и плохое качество, и плохой свет. Сейчас будем ремонтировать. Сейчас звоню сыну. Когда уже это все закончится? Ага, нельзя шевелиться мне, наверное. Ну что ж, давайте начнем. Подскажите, наручные часы остановились день рождения, к тому же по времени почти что в самый момент рождения. Что это может значить и значит ли что-то? Милые мои друзья, в своей жизни вы очень часто делаете глобальные ошибки. Они связаны с тем, что вы ищете повод для того, чтобы стать несчастным человеком.
Очень часто это происходит, когда человек, ну у меня очень много таких есть примеров, вот позвонила девочка, у меня там денег нет, почему ничего не получается, вероятно на меня влияют. Живу с мужчиной, у нас очень хорошие дети, и я, но чувствую себя плохо, на меня кто-то влияет. Остановились часы, значит ли это, что может быть я умру. А там еще что-то, мне 11:11, 22:22, что это обозначает, наверное, мне будет трындец. Так вот. Есть тайна в этом мире, это тайна, о которой я все время говорю. Люди очень часто в этом мире, вообще в этом просто созвездии, они постоянно ищут счастье. Люди постоянно ищут счастье в чем-нибудь. А в случае, если не получается быть счастливыми, они постоянно ищут, кто же или кого же найти виноватыми в том, что счастья они не видят, не чувствуют и не слышат. А есть тайна, она эзотерическая, которая объясняет очень много происшествий, которые в жизни происходят, среди которых самое важное, что человеку не нужно искать счастья, потому что человек рожден счастливым и уже живет ежедневно счастливым. Почему? Потому что каждый день создается высшими силами для человека, и каждый день, когда человек рождается, то ему дают еще один шанс. Для чего? Чтобы он мог жить. Таким образом, если вам дают еще один шанс для того, чтобы вы жили, то для чего вам жизнь? Ответ такой: все создано по образу и подобию Божьему. Но если Бог ни в чем не нуждается, а нуждается ли в чем-либо существо, у которого все есть? Нет, и которое все может. Нет, а оно ограничено в чем-нибудь, ни в чем, у него нет тела, поэтому оно не ограничено ни в материальном. А имеет ли значение время для Бога? Тоже не имеет значения. Тогда для чего он это все делает? Вероятно, для того, чтобы получать удовольствие. Гипотетически можно сказать, что удовольствие — это и есть жить по образу и подобию Божьему. То есть все, что не делает Бог, все делает для того, чтобы получать удовольствие. Жить по образу и подобию Божию — это значит жить по системе удовольствия внутреннего. То есть то, что вы рождены, у вас еще один шанс пожить еще один день, говорит о том, что вы не все удовольствие жизни еще восприняли и поняли. Поэтому, когда человек ставит блоки и понимает, что удовольствия у него больше не будет никакого, он умирает. Ну и самая важная тайна, которую необходимо знать и которую нужно запомнить навсегда. Мы не должны искать счастья, мы каждый день счастливы, просто это не понимаем. Каждый день, когда вы просыпаетесь, говорите себе 3 слова, они изменят вашу судьбу на 100%. Люди, запомните эти 3 слова: «Я уже счастлив». Обращаясь к себе, обращаясь к этому миру, говорите эти 3 слова: «Я уже счастлив». Смотрите, как все устроено. Если вы счастливы, то у вас есть фундамент счастья. Тогда, если есть фундамент счастья, на него можно доставить новое счастье. А если человек просыпается и он чувственно порождает несчастье, несчастлив от этого, несчастлив от того и несчастлив от всего, то тогда любое ваше желание: я хочу быть там богатым, здоровым, хочу с кем-то жить, не приклеится к вам, потому что вы несчастны. Получается, что бы вам ни дали, все будет связано с несчастьем. Получается, зачем садить семя, если оно заведомо будет сгнивать? Земля есть счастье, поэтому ваш фундамент — это счастье, с которым вы просыпаетесь. Не надо благодарить никого. Никто ни в чем не нуждается в ваших благодарностях. В случае, если вы несчастные, благодарить не нужно. А в случае, если вы несчастные, можно ли быть счастливым? Конечно, просто произнесите эти 3 слова. Это как женщине сказать: «Ты самая красивая», так в своей жизни сказать: «Я уже счастлив». А нет денег. Но еще для того, чтобы я был более счастливым, хорошо бы, чтобы скоро в моей жизни появились деньги побольше. Понимаете, как это все устроено? Именно так нужно. Вы должны на этом акцентировать. Поэтому, когда люди начинают искать: я несчастна, я счастлива, но у меня есть вот такие даты. Что это? Это страхи. Не парьтесь, на пути к собственному осознанию счастья пусть ничто не влияет на вас. Я часто говорю эти слова дома себе, когда, допустим, происходит какой-то конфликт или скандал. Во время этого скандала я произношу еще слова, тихонечко про себя или мысленно. Я всегда говорю такие слова: ничто сегодня, даже это, не помешает мне ощущать свое счастье.
И я четко понимаю на 100%, что я счастливый человек. Я каждый день счастливый. Почему? Как Бог может любить безвозмездно, так и счастье может быть безвозмездно. Оказывается, счастье может быть просто так. Вот научившись просто так ощущать счастье, вы всегда будете счастливыми, несмотря ни на что. Ощущая состояние счастья или даже его присутствие в своей жизни, что немаловажно, потому что часто мы говорим себе «я счастлив», но не ощущаем присутствие этого счастья. Мы подвергаем себя глубокой опасности, потому что согласно теории Лоуренса или Максвелла, ладно, я не буду умничать, давайте Ньютона. Согласно теории Ньютона, действие равняется противодействию. А это тоже не там. Энергия подобная притягивает подобное. Вот так. Поэтому это уже квантовая теория. Да? Подобное притягивает подобное. Поэтому, когда человек несчастлив, то все события, которые у него будут в жизни, они будут несчастливы. Как проявляется несчастливость? Несчастливость проявляется в виде претензий. Человек просыпается, и он проявляет претензии. Почему? Вместо того, чтобы понять, что он счастливый, он начинает думать приблизительно так. Я счастливый был бы, если... И дальше. Если бы она не чавкала. Если бы они были умными. Если бы все были не придурками. Если бы я хорошо зарабатывал. Если бы до кобы во рту выросли грибы. И был бы тогда не рот, а полный огурцов огород. И на самом деле человеку не нужно ни в коем случае так делать, потому что претензии лечатся как раз этими тремя словами, которые звучат «я счастлив уже». Ложитесь, когда ложитесь спать, произносите эти слова. Когда просыпаетесь, говорите эти слова. Будьте тем, кто служит этим словам. И не заморачивайтесь, влияют, не влияют. Нужно, не нужно, сделают, не сделают, получится, не получится. Самое важное — это ваше счастье, которое у вас уже есть. И оно ваше, и забрать его нельзя. Ощущаете счастье и на протяжении дня чувствуете его присутствие. Тогда ваша жизнь изменится наверняка и быстро. Это уникальная формула, которая быстро способна изменить жизнь, перевернув ее и развернув ее на 100 градусов. Кстати, на 100 градусов вы можете развернуть свою жизнь еще дополнительно, если пройдете первую ступень моей эзотерической школы Кайлас. Став учеником эзотерической школы Кайлас, вы можете брать прибежище у меня, конкретно как у своего учителя. Что это дает человеку? Человек, допустим, боится, ему для того, чтобы справиться и выступать перед публикой, ну вот ему тяжело это сделать. Или справиться, или там доехать от точки А до точки Б, чтобы не было неприятностей, тяжело. Человек заведомо знает, что что-то может случиться. В нашей школе есть понятие прибежища и прамапара, то есть учитель напрямую передает учение своему ученику, что обозначает, что когда ученик встает, он может сделать так. Он может первое попросить прибежища в учителе в школе Кайлас, так и сказал мой учитель Андрей Дуйко или мой учитель Улар Гесер: я беру прибежище у вас, и пусть моя дорога будет успешной, и я заработаю денег. И второе, когда есть неприятности в жизни, то он может это сбросить, прямо мысленно представляя своего учителя в огненном изображении или в обычном изображении, и попросить его принять неприятности или забрать неприятности, болезни или что-либо еще. И первое и второе называется прибежище в учении, прибежище в учителе. Поэтому очень классно, допустим, для тех людей, которые чувствуют, что на них кто-то влияет. Вы ученик школы, на вас кто-то влияет, сбросьте на меня это. Так и скажите: я сбрасываю это на своего учителя Андрея Дуйко, мысленно обведите то, что у вас находится, и сбросьте на меня. Таким образом избавитесь от данных состояний. Это же и называется быть учеником, и это называется прямая передача между учителем и учеником. Пользуйтесь, я разрешаю. Так и говорите: с разрешением моего учителя. Разрешением является то, что я прошел первую ступень школы Кайлас, я сбрасываю эту энергию, бла-бла-бла. Поэтому настенные часы остановились, батарейки сели. У меня дома на сегодняшний день 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов. Я люблю, теперь понятно, потому что я люблю часы. Да, у меня с возрастом появилось очень часов больше, а есть еще ручные.
наручной вернее. И этих часов много. Я люблю время, я люблю часы, у меня фетиш. Я люблю часы в виде шкафов, мне нравятся часы старинные, мне нравятся часы швейцарские, я ощущаю время, и мне нравится понимание того, что мир связан со временем. Человеческое связано со временем, поэтому я к времени отношусь как к божеству. И часы постоянно, периодически останавливаются. Они сами останавливаются, потом сами идут. Есть часы, которые сходят с ума и бьют, когда им там хочется и так далее. С чем это связано? Да не с чем. С плохим настроением, с изменением магнитных полюсов, с креном в доме, что угодно, с батарейкой неправильной, там, с механизмом. Они же все старые, поэтому периодически их нужно смазывать, периодически правильно тянуть за гирьки, в одно и то же время заводить. Из-за того, что все часы старые, то они постоянно начинают капризничать. Почему? Каждый механизм хочет любви, он хочет, чтобы кто-то к нему обращался, кто-то прикоснулся. Со временем ты с ними коммуницируешь. Мне нравятся часы, которые очень красиво бьют, вы их часто слышите, когда я провожу вот такие трансляции или вебинары. Поэтому самая главная заповедь, кстати, настоящего ученика школы Кайлас звучит так. Не заморачивайтесь. Стали часы, обычно переводит человек, и он может выбрать для себя. Помните, я в школе говорил, персональный выбор. Обычный человек может говорить так, я вижу цифра 11, что-то должно случиться. Так, часы остановились, день рождения, что-то должно случиться. Мы, как эзотерики, обычно привязываем это к другим задачам. То есть часы остановились, говорим, с этого момента жизнь изменится, я буду очень богатый. Супер, спасибо за подсказку. И там часы остановились на 23 часа, и вы себе говорите, супер, часы остановились, теперь на 2 часа дня. Теперь это первые признаки того, что все мои сбережения, которые из жизни, умножатся на 2,5 раза. Вот, спасибо, что это именно произошло, а чтобы я это увидел. Понимаете? Часы останавливаются, значит время загадать желание. Загадайте желание, и тогда они пойдут. Много всего можно придумать. Жизнь же это игра, и наши эмоции, и чувства. Поэтому играйте и создавайте. Будьте теми людьми, кто создает, а не страдает от того, что с ним вокруг происходит. Здравствуйте, в первой половине осени, в день рождения, в сентябре, перед днем рождения каждого в своей жизни начинаются проблемы со здоровьем, иногда просто ни с того ни с сего. Что это может быть? Когда ваша мама вынашивала вас, то обычно, когда мать беременна ребенком, то с первого дня зачатия происходит планирование и программирование всей абсолютно жизни этого ребенка. 9 месяцев соответствует, согласно тибетской медицине, 90 летам или 90 годам жизни. А если правильно, не 90 годам, а 98 годам. А так по тибетской медицине плюс дополнительно еще дается на чистую душу. Таким образом, максимальная жизнь с чистой душой у человека, который прожил так, чтобы помогать окружающим и быть счастливым, она связана с цифрой 108. То есть реализация 108 проявлений, это 9 планет, умноженные на 12 месяцев. То есть 108 проявлений абсолютной мудрости. Таким образом, человек может прожить 108 лет, где каждый год соответствует одному из месяцев, когда его вынашивала мама. Но нам для легкости можно посчитать, что это не 10 лет, вернее, не 108 делить на 9 месяцев на 9, а 90 делить на всю нашу жизнь. Таким образом, каждый месяц соответствует 10 годам нашей жизни. Когда она забеременела, то у нее были такие варианты жизни. Она могла быть спокойной или раздраженной, у нее могли быть кризисы или наоборот ровная жизнь, у нее могло быть одни чувства или другие. Это все создаст в первый год такие события. 9-й месяц будет соответствовать 90 годам, а 4-й вашему как раз периоду, который вы сейчас проживаете. И вероятнее всего вот за эту декаду, пока месяц вынашивала вас, вам допустим 42 года, вот в первой половине 4-го месяца у нее на фоне, или там, если это до рождения, то тогда это, в 4-м месяце ее беременности, скорее всего, была такая проблема, которая была связана с ее стрессом, возможно. Если это перед самыми родами был стресс, за 1-2 дня, то это как отпечаток могло повлиять на генитурный вектор, то есть ваше генетическое
психологическое, ментальное строение, то есть это мог быть глобальный скандал, глобальная неприятность, большие переживания, развод, расставание и сумасшедшая ненависть или даже вред какой-либо, который там, за который вам придется отвечать. То есть это могли быть как... И это, скорее всего, связано как раз энергетически с вот этими периодами вынашивания. Поэтому ничего удивительного нет, как это все изменить. Если вы страдаете в этот момент, то тогда ничего не изменится. Потому что любые страдания — это возможность человеком увеличить свою силу. Скажите, когда человек набирает свою силу? Человек всегда набирает свою силу в тот момент, когда человек испытывает тяжесть. Вот смотрите, для того, чтобы научиться поднимать штангу 200 килограмм, я начну с того, чтобы поднимать штангу 80 килограмм. Но мне каждый раз во время занятий придется преодолевать себя. При помощи чего? При помощи дисциплинированных тренировок, при помощи того, что каждый раз, когда должно быть больше, я буду стараться вытягивать больше, постепенно мышцы будут адаптироваться, я буду поднимать веса и рано или поздно дойду до веса вот того, который мне необходим. То есть это называется тренировка. Во время тренировок я прикладываю усилия, да. Тогда что такое любые проявления нашей жизни, когда мы прикладываем усилия? Любые проявления, будь то болезнь или будь то какие-либо трудности, это всего лишь накопление энергии и обучение человека тому, чтобы он стал более сильным человеком за счет прощения, за счет терпения, за счет наслаждения и благодарности. А вот смотрите, если я поднимаю штангу и от этого страдаю, будут ли хорошие результаты? Будут, но так себе. Занимаясь в олимпийской сборной вместе с ребятами, которые побеждают из года в год, я часто говорил им слова, особенно там с некоторыми людьми. Я говорил, что в момент получения у вас страданий во время ваших занятий, постарайтесь эти страдания перерабатывать и не ощущать их, будь то тошнота или там, плохое самочувствие, а старайтесь максимально в этот момент испытывать удовольствие. По словам одной из самых знаменитых бегуней, в этом году она победительница Олимпийских, когда это были Олимпийские игры, она там победительница, американка, она невысокого роста. И вот у нее есть издание, она написала или описала такое в своей книге, как она стала чемпионкой, и даже есть видео, снятые ее родителями. Вот первый раз они поставили ребенка, чтобы она в школьной какой-то олимпиаде выступила, и было всем уже понятно, что она очень быстро бежит. И она там маленькая, с косичкой, и она бежала впереди всех, причем очень быстро. И после этого все ею восхищались. И она там говорит, каждый раз, понимая, что все мной восхищаются, каждый раз восхищаясь собой и каждому своему достижению, радуясь этому искренне, как ребенок, я смогла преодолеть все барьеры и стать олимпийской чемпионкой. Это такая особенность. Поэтому, когда человек к чему-то стремится, он должен всегда знать, что преодоление, оно больше помогает человеку, чем что-либо. Вот смотрите, я сегодня не хотел вести этот вебинар, потому что я их веду каждую неделю. Но преодолевая себя, я обретаю силу. До какого-то момента, пока мне станет неинтересно. То есть в какой-то момент это станет работой, на самом деле так и есть. Когда я прихожу и это делаю, тогда мне интересно делать это чаще. Допустим, не раз в неделю выходить, а 3 раза или каждый день. И вот когда я буду уставать, я буду стараться в этот момент испытывать удовольствие и получать удовольствие от того, что я это делаю. Почему? Это и будет ростом и обретением силы. Поэтому сила возможна только в случае, если ты испытываешь страдания. В моей жизни была история, когда-то мы поехали в храм Вишну, который находится в Камбодже или Кампуче. Это Ангхарват. Он не буддийский, хоть и находится в буддийской стране. И он посвящен, конечно же, Вишну. Это храм Вишну, или храм, правильно, его королевства. На верхней части находится сам Вишну, после этого бассейны Лакшми, бассейны, соответствуя его реинкарнации, Кришны, Говинды.
и Виткешвары и так далее. И вот эти вот все этажи, они посвящены определенным эманациям или проявленным для людей проявлениями, которые проявил в своей жизни, ну, наверное, для людей Вишну. И этот храм, по нему можно было ходить, то есть залезть на самый верх и походить. И вот когда мы залезли на самый верх, я сказал ребятам, что мы найдем такое место, в котором нам будет плохо. И когда мы ехали к этому храму, я говорил, наша задача в этом храме найти максимально то место, в котором нам будет очень плохо всем. И мы нашли место, которое находилось на самой крыше, куда мы все, там, 17 или 20 человек вылезли и расселись. Это место, и когда мы там сели, у всех очень начали болеть животы в верхней части и чуть-чуть ниже кишечник. Всех вздуло. Я говорю, видите, мы сейчас находимся в самом настоящем месте силы. Место силы — это не там, где человек накапливает хорошие эмоции, а там, где человек физически может почувствовать болезненные состояния. Если человек ощущает болезненные состояния в каком-либо месте, и в этот момент человек расслабится и даст этой силе появиться у него, то он обретает паранормальные способности. И я говорю, смотрите, расслабьтесь, не боритесь с этим и подождите. Это где-то обычно адаптация происходит там, за 7, 8, ну 10 минут. 10 минут мы посидели, у всех животы перестали болеть, у кого-то там потом проявилось в виде расстройства. И потом приехали. И на следующий день утром я у всех спросил, хотите я скажу, что с вами произошло? И мне все говорят, да, что с нами произошло? Ни один из нас после этого храма не спал. И так оказалось, это правда, потому что никто, кто был на самой вершине Вишну, не спал. Почему? Потому что этот отдел храма, он как раз и заключался в том, чтобы управлять временем. А у Вишну время всегда есть, потому что ему спать не нужно. То есть ты становишься немножечко приближенным к Богу Вишну, который не нуждается ни в отдыхе, ни в сне. Таким образом мы обрели ту энергию или чуть-чуть прикоснулись к той энергии, которая может сделать человека вот таким не нуждающимся где-то в еде или в сне. И с этим связано действие третьей чакры, которая соответствует Говинде, и шестой чакре, которая соответствует Вишну, и так далее. И вот, конечно же, это всех удивило, и мне некоторые подходили и задавали вопросы. А вот у нас есть места силы. Если человек живет, нужно читать просто Кастанеду. У него там есть там, Дон Хуан Матис, он говорил Карлосу, он говорил, ты должен найти это свое место силы. И он говорит, да как же я найду место силы? Он говорит, ты ищи его, главное, а где оно находится, это не важно. Он говорит, ну а как же я могу найти место силы, которая поможет мне накопить астральную энергию, если я не знаю, где оно находится? На что он ему ответил, это не важно, еще раз я тебе говорю, поиск в этом случае гораздо важнее, чем знание того, где оно находится. Дай все в руки провидению. И там история такая, что они находились возле костра, и Карлос начал бегать вокруг этого костра, потом ходить, потом не мог ничего сделать, и после этого уставший лег возле какого-то камня и, скрутившись от холода, заснул. И после того, когда открыл глаза, ему сказал Хуан, он сказал ему, вот видишь, я же тебе говорил, что ты найдешь свое место силы. Запомни это место силы, положи здесь камушки и в дальнейшем приходи в это место, потому что здесь ты будешь набираться настоящей астральной силы. Так со временем и произошло, потому что, ну и вы помните эти истории все, наверное, кто читал. Поэтому ответ получен. Светлана, здрасте. Одноклассник подарил мужу наручные часы. В течение года умирает муж. Что с часами делать? Перепродайте, не выбрасывайте их. Скорее всего, они имеют ценность. Лежат 7 лет, периодически завожу. Продайте их. Если часы дорогие, продайте. Часы могут быть дорогие. Там вот...
У меня в жизни была история такая, и в этой истории участвовал один человек. Я одному человеку в жизни очень помог. И помог, несмотря на то, что его дети могли бы этому человеку помочь и так далее. И после этого этот человек передал мне имущество, я от него отказался в пользу детей, потому что я не имел права забирать ничего, даже несмотря на то, что я досматривал за этим человеком. И в дальнейшем ничего мне не осталось, но перед смертью этот человек, он был очень престарелый, и он снял свои часы и мне эти часы подарил. Прошло много лет, я носил эти часы, они есть на первых вот моих ступенях, кто-то помнит такие красивые золотые часы. И они небольшого размера и с кожаным ремешком, швейцарский. И был такой период жизни, и был такой тяжелый период жизни у меня, и дошло до того, что пришлось мне эти часы заложить. Но я думал всегда так, сколько они могут стоить, только золото, лом по золоту, там они легкие, там, ну 10 грамм, 20 может. После этого я принес их в ломбард, и человек смотрит на меня и говорит, ну если хотите прямо сейчас, чтобы без торга, я могу дать вам 15. Я думал 15 тысяч гривен, говорю, ну я бы хотел 20. Он говорит, ну если вы хотите продать, то я найду человека до завтра, до послезавтра, он за 20 тысяч их купит, долларов. Когда он сказал долларов, я аж офигел, потому что это точно была не та сумма, на которую я рассчитывал. Потом стало понятно, что это раритетные часы Patek Philippe, которые были проданы, там их 20 или 30 часов во всем мире, и что это был личный подарок генерального секретаря партии вот этому человеку, когда его награждали там чем-то, то при этом наградили один из детей генерального секретаря болел психическими заболеваниями, а этот человек лечил этого ребенка, после этого все было удачно, и он не знал, как награждать этого человека, и подарил ему вот эти часы, которые очень-очень дорого стоили, и подарил, а он мне в свою очередь подарил эти часы. И когда их увидели коллекционеры, даже местечковые, то они офигели, и потом говорит, лучше их спрячь, потому что человек так зажегся, готов тебе любые деньги заплатить. И меня это так вдохновляло, я их потом носил, потому что я понимал, что заслуженные часы, они отбивают для меня заслуженное время. И мне кажется, эти часы очень часто меня поднимали. То есть, когда мне было плохо, я их одевал и сидел на 6-м этаже, там жил в Виннице, смотрел на речку и смотрел на эти часы, сколько время. Я очень люблю часы. Я считаю, что дорогие часы необходимо носить человеку. Почему? Потому что когда человек надевает на себя золотые часы или дорогие часы, то каждый час времени отбивает стоимость этих часов. Допустим, часы, которые стоят $1000, они помогут человеку получать $1000 на протяжении суток. Если часы стоят, соответственно, $18 тысяч или 20, то они могут помочь человеку дойти до суммы $20 тысяч в день. А в случае, если человек носит, допустим, часы за 150 или за 200 тысяч, а если за 10 миллионов, я когда был моложе, то я тоже так думал, ой, зачем часы, которые стоят $1000, если есть часы, которые стоят 200. Потом, когда купил себе часы, которые стоили $3000, говорил себе, это никогда не буду покупать, они ничем не отличаются и не хуже тех часов, которые стоят там 15 тысяч. Потом, когда одел часы, которые стоили 15 или 18 тысяч долларов, проходило время, и я говорил себе, ну, когда появится возможность, то я обязательно себе приобрету часы, которые будут стоить как автомобиль. Опять-таки, а если этого не будет, ну ничего страшного. Главное помнить, что ты уже счастлив по праву рождения. Пожелайте нашему магазину хорошей, стабильной торговли. Хорошо, пусть ваш магазин имеет хорошую, стабильную торговлю. Что нужно делать, чтобы магазин торговал? Нужно мысленно представлять, будто вы произносите название магазина так, как будто гром и молния. Наверное, не поняли.
Андрей Андреевич, я ученица вашей школы, вторую ступень постигаю, вот только с марафона. Премного благодарна. Скажите, когда уже в жизни появится любовь, но только взаимная? Спасибо. Вот это слово «но» у вас глупое, потому что я хочу любовь, но только взаимная, это все полная глупость. Смотрите, на что нужно ориентироваться. Мужчина и женщина, они нуждаются. Есть две потребности мужчин и женщин. Две потребности мужчин и женщин связаны с тем, три потребности. Эти потребности, они, не я их придумал, они описаны психологами. Миром управляют потребности, хотим мы этого или нет. И существуют определенные потребности. Чем больше потребностей у женщин, тем больше у женщины возможности найти по этим потребностям необходимого себе человека. Какие могут быть потребности? Первое — это половая потребность, когда женщина нуждается в интимной жизни. То есть женщине хочется получать с кем-то оргазмы, она думает, что будет мужчина, который будет ее любить именно таким образом, плотским. И ей хочется этого. Что мешает этому? У мужчин мешает онанизм, у женщин мешает мастурбация. Сейчас есть большое количество предметов, которые женщины и мужчины покупают или там вручную изготавливают. Также это просто обычные, что я вам рассказываю, там мастурбация руками и так далее. То есть эта потребность отпадает. Посмотрели порно, выпили вина и сделали себе удовлетворение. Таким образом, первая потребность очень часто на время исчезает. То есть исчезает потребность из-за стимуляции, исчезает потребность сексуальная. Так мы часто видим молодых женщин или молодых девушек, которые удовлетворены на самом деле от того, что у них есть вибратор или руки. И их уже эта потребность, она не стоит на первом месте. Почему? Им это не надо особо. Почему? Они полностью удовлетворены в этом. Им необходима другая потребность, которая заключается в том, чтобы у человека были возможности, потому что жить вдвоем и есть материальные потребности, и тогда появляется вторая потребность, материальная. Тогда, если вам, так бывает, что женщина не имеет и материальной потребности, то есть она может сама зарабатывать тех деньги, которые зарабатывает, ей достаточно, сексуально она удовлетворена, а какие еще могут быть потребности? Потребности иметь друга, у вас есть друзья по телефону, вы встречаетесь с подругами, вы не одиноки. Также и бывает у человека, мне скучно, бывают хобби, человек начинает заниматься хобби. То есть человек заполняет свою жизнь. И его потребности, они, вот в тот момент, когда вы произносите себе, мне необходим мужчина, зачем? Зачем? Чтобы иметь друга, но так, чтобы любовь была взаимная. А ему что от вас нужно? Вот молодые выбирают, старые выбирают молодых. Зачем молодым старые, если у молодых есть молодые? Или вы взрослая женщина, и после этого смотрите на молодых ребят. Зачем им выбирать вас, полную взрослую, если он может выбрать себе молодую и невзрослую? Тоненькую, с тонким животом и тонкой талией, не знаю, какой-то еще. Чтобы что делать? И женщина говорит, зато не взаимно, потому что он мной пользовался, был Альфонс. Вероятно, такое тоже есть, потому что это уже скорее такие тенденции заблуждения. То есть мужчина считает, то есть он не видит себя в зеркале, считает, что он до сих пор, наверное, молодой. Такое часто вижу. Мужчина, вот недавно была встреча у меня, и фотограф говорит мне, взрослый, он говорит буквально слова такие, он выглядит как взрослый мужчина, такой 55-летний. И он говорит, надо же, все женщины считают, что я очень молодо выгляжу. Мне никто даже 30 лет не дает. Странно, я бы тебе дал лет 55. Наверное, даже больше. 48. И я думаю, что мне-то все равно. И также женщины его видят и видят в нем. И вот он, скорее всего, будет думать, что он имеет возможность или имеет право жить с более молодой девушкой. То есть он будет выбирать молодую, сочную какую-то и будет ухаживать, возможно, за ней. А она на него будет смотреть, зачем он ей? Зачем он ей? Интересно, да. Но потом же этот интерес заканчивается. Почему? Потому что ему будет хотеться интима, чтобы он был 4 раза в месяц. Ей будет хотеться, чтобы это было 14 раз в неделю.
А когда она это недополучит, потому что он будет обижаться или еще что-то, он будет говорить, так а зачем нам столько? Так ей вот хочется именно столько. И она будет после этого искать и придумывать себе, что он меня не любит, и придумывать, что вот, наверное, он остыл ко мне и так далее. У нее потребности, они не совпадают. Он будет покупать ей дорогие подарки, она начнет себя удовлетворять и при этом думать, что вот нужно где-то искать. Ну, много есть вот этих нюансов, знаете. И здесь нужно четко для себя понимать, сесть и сказать, он мне зачем? Если он мне необходим, и все три потребности имеют место быть, иметь рядом с собой друга, который будет на одной с вами волне. Но это друга заканчивается тем, что мне нужен мужик, который решит все мои вопросы. То есть вам необходим раб, а я так и быть буду с ним спать. Ну а вы что такая красивая? Ну я хочу еще и молодого, накачанного, красивого мужчины. А вы что, молодая, красивая, накачанная? Нет. Ну тогда что он будет в вас видеть? И он будет со мной там спать. Таких, как вы, еще 10 или там 20 миллионов, с которыми можно спать. С некоторыми безвозмездно. Так а смысл какой? Получается, в чем ваш приоритет? Я красивая, красивых много. Я умная, умных много. Я богатая. Ну вот ради этого. То есть они вот очень часто и смотрят, знаете, он смотрит на вас, понимает, что у вас есть деньги, и думает, вот я, хоть мужчины, хоть и женщины, точно так же у мужчин анонизм и деньги на первом месте. И после этого денег нет, там еще есть желание там на каких-то... Ну и вот эти все потребности, они делают человека как животного, потому что обычно человек, он растет и думает, вот я подарок для мужчины, когда я появлюсь в его жизни, он будет вдохновлять. Да, но это косвенные потребности. Они, скорее всего, косвенные. Потому что а в чем проблемы семейные? Да все банально просто. Женщина худеет, секса нет. После этого ей нужно один раз в месяц, ему нужно каждый день, потому что он выпивает. Когда выпивает, то тестостерон поднимается, мужчина хочет каждое утро интима. Она из-за этого худеет, потому что она все время в стрессе, не доедает, и после этого ей необходимо раз в месяц. После этого он начинает искать где-то еще себе женщину, она при этом никого не ищет, думая, что он ее любит. Потом для нее вдруг с какой-то стати она вытаращивает глаза, говорит, да что ж такое? Надо же, у него на стороне там кто-то есть. Так кто виноват? Худоба, то, что там женщина худела, не доедала, ей это не было необходимо. Были, возможно, проблемы какие-либо, там проблемы кишечника или еще какие-либо проблемы. То есть не совпадение, то есть нужно было заниматься здоровьем и убирать у него алкоголь, а у себя убирать там гастрит и так далее. То есть много есть нюансов, но они, поверьте мне, глубоко банальные. Они нереально банальные. А когда вы говорите, мне там нужен мужчина и нужно взаимно, то ничто не мешает это сделать. Уберите мастурбацию, анонизм. После чего делайте это не так часто. То есть, чтобы это не было там еженедельно, ежедневно, и, там, пусть это будет редко. Второе, пусть небольшое желание и желание, что это может сделать для вас другой человек, пусть это присутствует. Уберите или там делайте это не часто. Второе, когда встречаетесь с мужчиной, старайтесь не хвалить себя и не ставить на первое место позиционирование себя. Я и богатый, у меня это есть. Потому что такой мужчина смотрит и думает, так а каким боком я к этому всему? Что ж я тебе смогу дать? И потом, когда женщина вот встречается, женщина с мужчиной, и я и модная, и богатая, у меня все есть, я столько всего достигла, я и пою, и деньги зарабатываю. Ой, извините, пропала на время связь. Очень плохая связь. Это связано с тем, что сейчас Wi-Fi, и мы работаем на батарейке, поэтому и света нет, и вот так вот все. А еще и тема такая интересная. Обычно, когда интересная тема, то обычно все зависает. Поэтому такая вот женщина, он начинает к ней приставать прямо в машине. Она говорит, да что ж ты ко мне сразу с первого дня-то пристаешь? Он говорит, так а что еще я еще могу делать-то? А? Что еще? Зачем мне ты? То есть если я тебе там не подарок, то тогда хоть интим. В чем-то же ты можешь нуждаться. После этого женщина говорит, нет, я в этом не нуждаюсь, я же не думала, что с самого первого раза. Так а что ты, зачем тогда вообще? Получается, смысла нет. А женщины себе придумывают, он там должен просто восхищаться моей красотой,
Ну нет же, все по-другому. Там детей моих воспитывать, закрывать мои долги, а я буду иногда с ним. То есть мальчик жил, учился, страдал, там в армию ходил, от земли отжимался, приседал. После этого там смог зарабатывать там свои деньги, накопил там 10 тысяч долларов каких-то или там не накопил. И после этого он начинает встречаться и думаете, он мечтает о том, чтобы жить духовно и при этом вложить все деньги в незнакомую девочку и радоваться от того, что она рядом с ним находится. Как-то так. Что ж ты хочешь от меня? Добрий вечір, шановний Андрій Андрійович. З'явилась інфо, що каби зможуть долітати до Києва, що ви бачите. Не морочте собі вуха. Не морочте собі душу, не морочте собі вуха, дайте собі життя. Виключите телефон, не дивіться нічого. Якщо б вони могли долітати, то вони б вже долітали. І долітали б і до Києва, і до всіх інших міст. А тому, що цього нема. Від чого цього нема? Тому, що цього нема. І цього, якщо б... Я вам хочу сказати, що за 4 роки війни все, що можна було зробити, вже зроблено. Тільки залишилось там ядерну бомбу, але її також нема. Бо якщо б вона була, її можна було запустити, то вона б вже прилетіла до нас, і нас б вже тут не було, а якщо б була, то була б яма. Тому немає цього. Вони гопніки, вони грають вони грають в 20 в очко. Вони грають в очко, хто яку карту потягне, знаєте, і собі, і мені. І ось це все ось так зараз виглядає. Тепер тобі, він там достає карту, тепер тобі. І ось хтось колись витягне не ту карту і буде повний мандус. Не морочте собі голову. У вас є діти, у вас є батьки, у вас є чим займатися. Вас що, тільки це турбує? Я розумію, що ви зараз у 7 годин вечора не можете думати і не можете ні за що думати тільки за це. Це ж тривожне розстройство. А як заробляти, як підтримувати родину, як щось робити, щось придумувати? Ні, не робіть цього, бо ви дуже швидко почнете розсипатися. Не робіть цього, серйозно. Не робіть 1 раз на тиждень чи 2 рази на тиждень. Дивіться інформацію, не копайтесь у цих телеграм-каналах і будьте потужними. Є інші справи. У вас 80% займає війна. Ні, хай 80% займає праця і там, що роблять ваші діти, і як ви стаєте більш мудрою, там, інтелігентною, чи там якісь знання доповнюються до вашого життя. Оце потрібно бути на першому місці. А вже там 10% того, що ви чекаєте. Бо що ви шукаєте? Ви шукаєте чогось поганого. А вони роблять, що таке тероризм? Це коли хтось когось запугує. Що зараз відбулося? Вас терористично запугали. Мар'яна Галюк. Шановний Андрій Андрійович, мій син Назар депресивний, вночі сидить в телефоні, спить зранку, не ходить у коледж. Дуже переживаю, щоб отримав освіту і повернувся до нормального життя. Що робити? Ви зараз описали афективний депресивний синдром. Афективний депресивний синдром, його потрібно лікувати. І це, на жаль, синдром. І це не психічне захворювання, а можна сказати, неврологічне. І його можна психічне, але не психо, а невро. І його можна лікувати препаратами, і вони потрібні. На 100% я вам кажу. Якщо людина, може це абулічний синдром, може це там абулічний синдром, афективний абулічний, це психоабулічний синдром. І це невроз, може бути невротичне, психоабулічне таке.
може це бути тиха шизофренія, таке теж може бути. І це потрібно вирішувати. Це потрібно вирішувати. І якщо це далі буде продовжуватися, то це буде дуже погано закінчуватися. Коли ви бачите такі ураження у дитини, то ви повинні мати ціль таку, щоб показати таку дитину лікарю. Якщо ви з України і хочете, щоб я подивився на дитину, і хочете, може там не дійде до того, щоб приймати чи вживати лікарські препарати, а можна якимось БАДами, то напишіть мені, я скажу, призначу якісь БАДи, може це допоможе. Але якщо це дуже вже таке важкий розвиток, і ви це наблюдаєте, то може потрібно вже лікування в клініці. Ну, нічого, як можна, ніяк не можна. Це потрібно, це гарно, що ви звертаєте на це увагу, і це потрібно коректувати. Що робити? Ну, найкращий варіант – це звернутися до психіатра. Бо це може бути різними захворюваннями психічними. Може, це дебют якогось важкого захворювання. Ігор Тур. За науку, за вашу величезну доброту, щастя, процвітання, добробуту. Дякую, так приємно. Я не знаю український язик, поэтому не понимаю. Ну, що ж делать. Поклонниця ваших учениця 2015-го. Побажання від нашої сім'ї. Мені дуже приємно, дякую. Пожалуйста, какое значение имеет медитация на утверждение «я никто» и «не никто»? Большое спасибо. У меня была история, я встретился с женщиной, которая занимается йогой. Эта женщина, она красивая и молодая, 40, по-моему, 4 года. И она такая роскошная, ездит на автомобиле, я так предполагаю, от прошлого мужа осталось. У нее нет детей, я так предполагаю, уже не будет. И она занимается йогой, и мне это заинтересовало, потому что я обычно с такими людьми не общаюсь, они мне не интересны совершенно. Но из-за того, что мы были вместе на одном заходе, то есть в одной встрече, и я был вынужден находиться рядом с этим человеком, то как-то так за один стол мы сели, и вот у нас произошел разговор. И она говорит: а вы знаете, я вас знаю. Я говорю: да, очень хорошо, супер. Я, к сожалению, не знаю вас, но познакомлюсь. Она говорит: а у меня есть, я преподаю йогу, у меня очень много женщин занимается йогой, и я счастлива. Я говорю: это супер, а вы занимаетесь йогой или медитацией? Я говорю: а зачем вам это? Ну, то, что я занимаюсь или нет, я обязательно скажу. Я бы хотел узнать вам конкретно, зачем заниматься йогой или медитацией. Она говорит: да что с вами? Я занимаюсь йогой и медитацией, потому что я могу себя настроить на то, чтобы быть счастливым человеком. То есть я целый день бодрая, у меня очень много сил, я вдохновляюсь. Мой путь к высшим силам — это путь, который я проживаю через йогу и медитацию. Если, я говорю: а если вы не занимаетесь йогой и медитацией, то как вы себя ощущаете? Она говорит: честно я вам скажу, я ощущаю себя плохо, у меня нет сил, плохое настроение, и мне плохо, поэтому я и занимаюсь. А вы? Я ей говорю: раньше я занимался медитацией и йогой. Это правда, потому что я 11 лет посвятил йоге, являюсь инструктором йоги и получил прямо промопару, ездя в Индию, и там занимаюсь йогой очень длительное время. И я занимался медитацией очень длительное время, причем самая длительная медитация у меня была 56 часов, 60 часов. И я умею это делать. Так вот, когда-то я понял, что мои медитации, моя йога, они действительно меня вдохновляют, и я целый день такой заряженный и спокойный, и нахожу в этом силы. Но стоило мне не заниматься медитацией или йогой, и я становился не человеком. Меня все раздражало, меня бесило, я чувствовал тревожность, и мне было нехорошо. Со временем я понял, это у меня синдром. Этот синдром называется отмены. Когда человек в первые часы или в начале своей жизни, ему для того, чтобы прийти в норму, потому что он на раскачивающейся лодке куда-то плывет, он может начать заниматься медитацией. Просто закрыть глаза, расслабиться и посидеть для того, чтобы его нервная система восстановилась.
Но потом в дальнейшем он может попасть в зависимость. Ведь для того, чтобы остаться в спокойствии, ему необходимо на протяжении дня выделить для этого время. Так вот, я отказался принципиально от йоги и медитации. Скажу почему. Потому что это заставляло меня страдать в случае, если я этого не делаю. Я не хочу ни от чего страдать в своей жизни, если я что-то делаю или что-то не делаю. Почему? Это нарушает мою концепцию жизни, в которой я говорю слова «я счастлив безвозмездно». Когда я просыпаюсь, я произношу «я счастлив просто так, уже, я счастлив уже сейчас, я счастлив уже просто так, мне ничего для этого не нужно». И на протяжении дня я чувствую присутствие своего счастья в своей жизни, и мне для этого не нужно специально к чему-то идти и специально как-то себя корректировать. Я понял, что этого достаточно, чтобы оставаться человеком. Для этого достаточно, чтобы оставаться спокойным и добрым человеком. Этого достаточно. Тогда смысл тратить время на длительную медитацию или смысл тратить время на йогу отпал. Таким образом, являюсь ли я поклонником медитативных речей, в ходе которого у человека есть утверждение? Я не занимаюсь аффирмациями. Для многих это тоже шокировало. Я этой женщине это сказал. Я, наверное, ее этим обидел, потому что 2 дня назад я был на конгрессе женщин, видел ее, с удовольствием подошел и улыбался с ней, но хотел ее даже обнять, я был со своей супругой, но она так испугалась, знаете, что чуть ли не начала убегать. Не знаю, чем я ее напугал. Ну, я знаю, конечно, гипотетически, мое мнение, это же, конечно, не связано с тем, что она ощущает, но вероятнее всего я поставил ей вопрос, на который она ответить не может. То есть как человек, который не занимается йогой, может оставаться человеком в том мире, в котором он проживает, мире плохих людей. А я не считаю мир плохих людей плохим миром. Я считаю, что каждые люди живут своей жизнью. Они живут, и это меня не касается, у каждого своя. У меня своя счастливая, у них своя счастливая. Я не считаю, что кто-то плохой и хороший. У каждого свой путь, каждый движется своим путем. Это их дело. Я как бы в адвайте. Ну и заключительная история, это история, когда человек, допустим, говорит: а как же вы занимаетесь там? Для меня работа в медитациях или работа с чем-либо является уже работой. То есть я к этому отношусь как к работе. То есть мне необходимо повлиять на кого-то, я сажусь и работаю как работа, но специально этого не делаю, потому что на это тратятся силы. А еще, почему я не занимаюсь аффирмациями? В свое время была очень популярная книга одной из величайших, по моему мнению, популисток нейролингвистического программирования Холла. То есть это была Луиза Хей, которая как бы увлеченная или вдохновленная учениями Росси, который вдохновлен был учениями Милтона Эриксона, в своих книгах, которые он описал, и работу самого Милтона Эриксона, который был популярен в Америке, и самого Росси, который был вдохновлен и сам выработал некие тенденции. Он говорил о том, это именно были слова в свое время Эриксона, он говорил, что внушение не обязательно делать, вводя человека в гипнотический транс. То есть человек может подвергаться внушению, и это внушение может быть, там, если человеку многократно повторять какие-либо утверждающие словосочетания. И Росси это многократно демонстрировал, то есть он говорил: я не болею, я полностью здоров, там, или еще что-либо. Но это имело место быть и так далее. Но со временем, как бы видоизменив, это Росси это рассматривал с позиции психотерапии или гипнотерапии, которая была в ассоциации гипнологов Милтона Эриксона. И он это рассматривал с позиции работы с психоневрологическими стрессовыми ситуациями как момент реабилитации и приведения человека в норму. И это он называл вот такими автоматическими суггестиями. В случае же в его последовательницы это Луизы Хей, которая начала практиковать и говорит, что существуют некие аффирмации, которые она назвала, где человек может часто произносить себе какие-либо слова.
это может произойти. Но дело в том, что человек устройство не очень такое математическое. В человеческом организме существует не только прямая память или прямое внушение, которое создается каким-либо человеком. У нас есть еще некие переменные вычислительные центры. Это переменно запоминающаяся мнемонтическая система, мезокортикальная, и нигростриальная. И у нас есть постоянно запоминающая, это мезолимбические дофаминовые мосты. То есть в синаптической системе мезолимбические дофаминовые мосты — это как раз лобные доли, это гиппокамп и задняя, и верхние доли мозга, и передняя лобная доля мозга. То есть мезолимбическая система — это фактически наш разум, и он не воспринимает информацию напрямую. Для того, чтобы сформировался синапс, необходимо участие многих систем. Это и гипофиз, и эпифиз. Гипофиз с позиции нейроимпульсов, то есть аксоново-дендритных. Формирование синапсов происходит на фоне какого-то вывода. В этом всем участвует нейрон, в который, часть нейронов, который формирует этот синапс, на него одевается ярлык мнемонтический. Между ними есть еще и биохимия, это работа с окситоцином, и это воздействие триптофана или серотонина, это может быть воздействие каких-либо гормонов отдела нуклеус аккумбенс, и это может быть еще и воздействие дофамина или серотонина, и окситоцина, нейромедиаторов, адреналина, норадреналина и так далее. И других гормонов, которых насчитывается больше, просто их не рассматривают в нейробиологии. И когда мы рассматриваем человека через призму этой позиции, как бы формирование мнемонтических идей, мнемонтических связей на фоне мезолимбической нервной системы или мезолимбических дофаминовых мостов и рецепторов, то мы должны знать, что любая информация, которая может там появляться, она может возникать только на фоне бесконечного повторения одной и той же системы возбуждения. То есть одна и та же система возбуждения, многочисленно подтверждающаяся, создает вывод, который называется синапс, который находится, скорее всего, в мезолимбической системе. Где добро это плохо или хорошо формируется по принципу переизбытка дофамина или его недостатка. И в нейроне. И после этого или переизбытка адреналина в некоторых, и ограничения синаптических связей, или ограничения анаптических аксонов и так далее. То есть там много всего. Потому что у нас зрение связано еще и с продолговатым мозгом. У нас зрение, оно должно через продолговатый мозг, через эпифиз, через гипоталамус создавать какие-то процессы выводов, которые должны куда-то передаваться для того, чтобы это все объединяться потом. И там элхолиновые системы участвуют. Это сложные процессы большой вычислительной системы, которая называется наше знание. Но одно я вам могу сказать, что как бы вы ни запоминали сразу, до момента, пока это не повторится многократно, запоминание не произойдет. Так у нас устроен мозг. Поэтому, когда человек начинает внушать себе многократно вот такие слова, как я, допустим, я умен, я красив, я богат, я здоров, я умен, зачем я это делаю? Я это делаю, потому что у меня есть проблемы с моим сознанием, я не могу запоминать, поэтому я решил сказать я умен. Я красив, у меня есть терзание, я не верю, что я красив, потому что у меня большие уши, длинные носы, сумасшедшая худоба. И у меня маленький рост и большой живот. И я умен, я красив, я богат. Я не могу сказать, что я беден, потому что я беден, у меня не хватает денег. И у меня есть геморрой, есть еще проблемы предстательной железы, проблемы позвоночника, проблемы правого легкого, и я слепой на один глаз. И вот у меня пришла идея, которую мне обосновала Луиза Хей в своей книге про аффирмации, где она сказала, а неплохо было бы произносить все свои потребности, выявить и в утвердительном виде начинать говорить я умен, я богат, я красив, я здоров прямо сейчас. И по ее мнению, многократное произнесение этого как аффирмация могло бы внушить мне это и даже изменить мою судьбу. Супер, и я начинаю это произносить. Я умен, я богат, я красив, я здоров. Я умен, я богат, я красив, я здоров.
И теперь что должно произойти? Мой мозг при многократном повторении может в это поверить. Смотрите, что произойдет. Я не богат, и это является тем, что заставляет меня добиваться богатства. То есть я стараюсь каждый день что-то делать. Звонить по телефонам, искать с кем-либо встречи, думать о том, как я заработаю дальше деньги. То есть то, что у меня есть проблема сигнальная, проблема того, что я не богат, заставляет меня принимать какие-либо шаги или раздражать мою психику, чтобы я предпринимал какие-то действия. То есть это меня побуждает. То есть если я не богат и понимаю это, то это меня побуждает стремиться к тому, чтобы я был богат. То есть побуждает действия. Когда я многократно себе говорю, я богат, я богат, я богат, то мозг может поверить. И в тот момент, когда он поверит, что я богат, то я перестану стремиться к богатству. Когда он убедит меня, что я красив, то мне не нужно будет больше расчесывать волосы и мыться. Когда я сделаю себя умным, то я перестану читать книги и развиваться. Почему? Потому что когда люди повторяют «я умен, я умен, я умен, я умен», мозг верит. И потом ему говорят «да ты послушай, я тебе объясню, как это». Человек говорит «да я знаю, что ты мне там рассказываешь». Почему? Он все знает, его мозг поверил. Поэтому такие аффирмации можно назвать злокачественными аффирмациями для многих людей. Злокачественные аффирмации для людей — это когда человек повторяет «я умен, я богат, я красив, я здоров». Потому что, скорее всего, мы в итоге увидим человека, который перестал мыться, перестал стремиться к тому, чтобы работать, считая себя самым красивым на земле и считая, что весь мир в него влюблен. И имея геморрой, считает, что это полная глупость. Даже если он кровоточит, то это его не беспокоит, ему все равно. Конечно же, рассматривая вопрос спокойствия, да, это принесет спокойствие человека. Тут такой вопрос, для чего выпустили эту книгу в огромных тиражах? Ведь для того, чтобы выпустить эту книгу и перевести ее на все языки мира, а это было в свое время, ее выпустили в огромных просто тиражах, перевел ее на все языки. Я подсуетился и посмотрел, кто же являлся спонсором. И первые тиражи книги были выпущены на сумму почти 800 миллионов долларов. То есть это миллиарды книг, которые по небольшой цене просто навязывали и дарили и так далее. Зачем это все необходимо было делать? Потому что если человек прочитает книгу, в которой его научат произносить «я богат», он не будет стремиться к тому, чтобы становиться богатым. Который будет говорить «я умен», перестанет развиваться, его аналитическое сознание засохнет. Таким образом, просто это стадо. То есть это великолепная книга для того, чтобы сделать профессионально из человека, в общем-то, человека. А когда человек говорит, там, у меня там здоровое легкое, то может сознание поверить, что здоровое легкое, и потом это легкое придется удалять. Ведь когда начинается, допустим, регрессивный процесс распада легочной ткани, появляются були, они заполняются там некрозом или там фиброзом, потом некрозом. Это может привести рано или поздно там, к сепсису, к смерти, это может привести там, к ПЛН и там, острой легочной недостаточности, просто легочной недостаточности. Чем это закончится? Человек под баллоном будет говорить, что мне не нужно легкие лечить, я здоров. Я такое видел. Я такое в жизни видел. Поэтому такие внушения я считаю злокачественными и очень часто деструктивными. Как обычно, вот я у Правдиной видел, она говорит, деньги так и льются в мою жизнь. Я богатая, деньги так и льются в мою жизнь. Их очень много. Ну, прикиньте, Бог сидит, и он говорит, сегодня я буду смотреть на тех людей, которые нуждаются. И человек сидит и говорит, я счастлив, все хорошо. О, хороший человек. Он чувствует, что он счастливый. Но был бы еще счастливее, если был бы скоро богаче. Я говорю, о, ты молодец, я тебе чуть-чуть дам больше. Раз ты счастливый, тебе надо счастье расширять. И второго, а вот этот какой-то такой страшненький в злыднях живет. А что он там говорит? Я богат, деньги так и льются в мою жизнь. Не, ну если ты богат, если деньги льются в твою жизнь, зачем тебе еще тратить на это энергию? Нет, тебя мы отставим. Если ты богат в своей голове, зачем тебе деньги? Если ты умен, зачем тебе ум? Если ты самый красивый, зачем тебе красота? Получается, вопрос решен. Даже с позиции философского, наверное, такого сказочного уровня,
о котором я сейчас говорю, то выглядит это все, ну так себе. Но нет, ни в коем случае я не говорю, что Наталья Правдина, она не права. Послушайте, у каждого своя правда. Для меня правда это когда я могу пожинать плоды того, что я имею. Какие плоды моей жизни? Я нереально счастлив, находясь даже в стране, в которой сейчас война. Находясь в стране, в которой только не происходит. Я, как маленький человек, просыпаюсь каждое утро. Сейчас нет света, кстати, сегодня целый день выключали свет. На что это повлияло? Это возможность выйти на улицу, погулять. Сегодня я вот вышел, погулял, сорвал яблоки, оборвал там из лишки винограда, нарвал целых 10 ящиков этих яблок, сделаю там сок, попрошу кого-то, чтобы выдавили на рынке. Дети пришли, с детьми пообнимался, на пианино поиграл, там что-то сегодня там пробовал поиграть и даже ноты какие-то достал. Ну, много всего, погулял, подышал воздухом, записал видео какое-то, так приятно, почитал книгу какую-то. И так наполнилась жизнь, знаете. Если эта жизнь сегодня, она была последняя, то она была прекрасная. Если сегодняшний день был последний в моей жизни, он был офигенным. Он был офигенным. Все было хорошо. И было хорошо, что я сидел, и было хорошо, что детки пришли, и было хорошо, что они утром куда-то шли, и было хорошо, что вот супругу я видел, и было хорошо, что мы вечером уже сидели. И вечером еще будет хорошо. Почему? Помните, я вначале говорил, мое счастье присутствует в моей жизни. Мне не нужно ничего к этому. Это хорошо. Поэтому, когда люди начинают придумывать утверждения «я кто», «я никто», «я же кто-то, кто никто», наш мозг это не понимает. Почему? Он более конкретный. Ты либо кто-то, либо никто. Скажите себе многократно «я никто», «я никто», «я никто», «я никто», «я никто». После этого вас не будет заморачивать это. Потому что обычно человек, он обычно говорит так: «Ты какашка». Человек говорит: «Да мне все равно». Почему? Так я никто. Его мозг понял, и теперь он не заморачивается. А вот если были бы вот эти, как убрать у человека обиды на то, что он там, вы обижаетесь на то, что кто-то говорит, ты там какашка. Вот говорите себе: я какашка, я какашка, я какашка, я какашка, я дурак, я дурак, я дурак. Ваш мозг поверит, что вы дурак. И после этого, когда кто-то будет вам говорить, ты дурак, вы говорите: я знаю, ничего страшного. Все дураки. А там ты какашка, и в этот момент, как писали, человек станет какашкой. Это не так. Это когда мама будет говорить своему ребенку: ты какашка, то это работает не так по его утверждению, а работает как элемент обиды на нее. То есть он будет говорить: она не заслужена, зачем она так делает, я же ее ребенок, там меня можно было поддержать, а она не поддерживает, видимо, действительно, я не заслуживаю. То есть это не так работает. Если мама ребенку или если дети вашему ребенку, то это по-другому. Это работает по методу доказательства. Я докажу, что я не такой, я докажу. То есть это побуждение. То есть мозг, он не такой ригидный, как нам пыталась в свое время представить это уважаемая госпожа Луиза Хей. С 15-го года подскажите, как избавиться от морока, наложено на меня 35 лет назад, выражается как запутанность мыслей, саботаж. Необходимо попринимать психотические препараты, палоперидол. А также хорошо еще, если не спите по ночам, можно попринимать квитерон в самой маленькой дозировке. Если это состояние не закончится, то на протяжении дня можно принимать в небольшой дозировке агамелатин или флуоксетин. Это скорректирует ваше состояние, и вот такие состояния не будут происходить. Вот то, что у вас это есть, это навязчивая идея. То, что вы не контролируете и не управляете навязчивой идеей, имеет название психотическое заболевание или психоз. А то, что у вас есть повторение, что это вновь и вновь с вами происходит, доказывает или говорит о том, что вам необходима медицинская помощь. Я наверняка уверен, что как бы вы с этим не справлялись, там убирали или кто-то вам убирал, не справитесь никак.
Но не бывает этого. У меня такой опыт работы с людьми, их миллионы. И миллионы через меня прошли, что вот с такими вопросами, когда люди обращаются, то какие бы методы или что бы я там человеку не делал, как бы я с ним ни работал, он все равно до момента, пока не начинает принимать препараты, страдает от того, что у него это есть. И потом отменяет со временем эти препараты, и у него возвращается опять там вот эти состояния. Как одна женщина ко мне приехала когда-то на морской курс и говорит мне: Андрей Андреевич, у меня первый раз мне полечили зуб, поставили мне имплант, и у меня после этого начались, там у меня сейчас начались гнойные нарывы в зубах, в деснах, воспаление десен, я все время это ощущаю. И поэтому я вырвала еще 4 зуба себе с одной, 4 зуба с другой стороны. Я говорю, ну покажи, я привезла с собой рентген, я смотрю рентген и понимаю, что передо мной человек, у которого есть навязчивая идея, это шизофрения, возможно простая, с расстройством кандинского Клерамбо. То есть это навязчивая идея с попыткой решения. И это дебют у нее случился в тот момент, когда ей вырвали зуб. И теперь у нее это как навязчивая идея. Я ей назначил препараты, там, и успокаивающие препараты, психотики. И после чего назначил ей препараты коррекции сна, это нейролептики на ночь. И в небольшой дозировке. И вот она принимала где-то 4 или 5 месяцев. Потом мне звонит и говорит, надо же, так смешно это было вообще. Такая глупость вообще. Ну вообще, сейчас к этому всему возвращаюсь. И аж смешно самой становится. Зря зубы поудаляла вообще, на всех в суды подавала, на этих врачей. Говорит, я в шоке, что же я делала, спасибо вам, Андрей Андреевич, спасибо. Но у меня очень чешется ухо. У меня ухо, я приходила в парикмахерскую, и у меня сильно чешется ухо. Я говорю, ну ухо чешется, это микоз. Смазывайте микотическими мазями какими-нибудь там. Миконазол есть мазь, и там смазывайте ухо, внешне, внутренне лезьте, и это у вас уберет. И там проходит какое-то время, и она мне вновь звонит, и Андрей Андреевич, у меня вновь, я вообще хочу сказать, я вернулась, мне надо еще и верхние зубы удалять, я ей говорю, уважаемая госпожа Марина, а вы перестали использовать тот препарат, который я вам назначал? Она говорит, да, была весна, и я решила, что он мне уже не нужен, я хорошо себя чувствую, но это же не решило мою проблему. Я говорю, да, оно не решило. Но прогноз, любая шизофрения, любой формы, она в дальнейшем становится проще. И любые психические заболевания рано или поздно заканчиваются деградацией. Это даже имеет название в психиатрии, когда очень длительное течение заболевания, любого, кстати, психического заболевания, которое не лечится, в дальнейшем переходит в деменцию. Она не связана с деменцией, которая появляется у людей с деменцией, но она похожа на то, что у человека вот исчезает память, исчезает коммуникация, человек становится... Плавно он лишается возможности коммуникации, он зациклен на какой-то индивидуальной, бесконечно сужающейся проблеме, и в дальнейшем заканчивается без лечения все плохо. Поэтому я хочу вам сказать, до того момента, пока вас это не затянуло и не замучило, обратитесь к врачу. Прямо очень вам это рекомендую сделать. Но там мороки и все остальное, это уже... косвенно. Скажите, как без медикаментов поднять лейкоциты и тромбоциты? И лейкоциты, и тромбоциты, это лейкоциты обычно у нас формируются в печени, а тромбоциты у нас тоже формируются в печени. И для того, чтобы что-то происходило, нужно, чтобы печень работала хорошо. Поэтому, печень орган большой, от чего он страдает? Жировой гепатоз может быть. И вы вот хотите, чтобы вот такая большая ткань весом там в 4,5-5 килограмм, и чтобы вы вот щелкнули и что-то сделали, и она начала хорошо работать, тогда скажите, где вы возьмете энергию на это? Ведь любое заболевание есть падение психической энергии. Нет энергии, как вы собираетесь лечить?
Тогда вам это не подходит. А что подходит? Подходят препараты, какие? Березовая кора, осиновая кора, узвары, какие-либо березовый сок, там эссенциали, форт, аллохол, битулиновая кислота, битулин, там какие-то препараты из расторопши. Начинайте з этого. Підкажіть, чи варто переїздити назад в Україну, чи можна зачекати декілька років? Показую, що можна зачекати декілька років. Анжелика Чекмаусова. Подскажите, я сейчас живу и работаю в Марокко. Здесь я встретила любимого мужчину, он предлагает выйти замуж. Прошу вашего совета. Не имею права. Не имею. Но в вашем случае это хорошо будет. Серьезно. Андрій Андрійович, доброго вечора. Скажіть, чи залишатись мені в Україні, чи їхати в Німеччину, чи в Польщу? Залишатися в Україні. Там буде вам дуже погано. В Польщі чи в Німеччині буде, потім все одно приїдете. Я ваша ученица, подскажите, как определить, пришло ли время переходить к 5 ступени школы Кайла? Спрашивает Оксана Сабмаз. Оксана, переходите, время пришло. Любов Муромцева, Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, мені вже 5 років сняться сни, тільки все в темному. Є завжди в темному і начебто вночі. Що потрібно зробити? Нужно положить зеркало под подушку и поспать несколько ночей. Вот эти вот элементы черного заменятся на белое. Марина Ковальчук, добрый вечер. Скажите, как правильно использовать Magic Oil Дуйко? 7 мест на голове мажьте, и тогда будет везение. Или на теле. Прикоснитесь к 7 частям вашего тела или к 5 частям вашего тела, и тогда все люди, которые будут встречаться на пути, будут хорошо к вам относиться. Поэтому оно называется магическое масло Дуйко. У нас уже 1:20 идет трансляция. Все, надо заканчивать. Я проходила першу безкоштовну ступінь «Життя змінилося на краще». Я можу просити у вас прихисток для мого сина Левка? Ні. Тільки для себе. Роблю вимолювання, мантри і захист. Та для сина Левка це залежить від того, скільки йому років. Якщо він доросла людина, і він вже має розум і може пройти цей семінар, то він не має права, ви за нього не маєте права, він не учень. А якщо він немовля, йому 15 років, 16, то можете. Прошла первую платную СНГ, давно счастлива, нахожусь в Германии. Какой открыть бизнес, помогите, пожалуйста. Все, что связано с волосами и их наращиванием, супер будете зарабатывать. Возможно ли забеременеть при бесплодии, как поступить? Принимайте мои препараты, называются они Корунеш и Кинскит. Даже бесплодные беременеют. Когда будет прорыв у козерогов? Козерогов прорыва в этом году не будет, и будет тянуться это аж до марта месяца следующего года. Живу временно с мамой, у мамы деменция, так она меня раздражает. Появляется злость к ней, не могу справиться с этим состоянием. Злость, что делать, не знаю. Это у вас не злость. Просматривая вас, могу сказать, что у вас депрессия. И эта депрессия у вас длится давно, поэтому она вас раздражает. Вам необходимо принимать метформин 500, это для того, чтобы снизить вес, успокоить нервную систему, возобновить ее. Метформин 500 по одной таблетке 2 раза в день. Похудеете, успокоитесь. А также антидепрессант. Принимайте агамелатин или его аналог, агнестию какую-нибудь. Чонгук канал. Да ладно, Чонгучкук. Можно ли применить метод огонь свечи и человек-чиновник? Можно. Касательно своим болезням. Плохо вы смотрите первую ступень. Там я рассказываю о том, что по отношению к здоровью это не делают. Нельзя. Дочь живет в Славянске с мужем, постоянные обстрелы. Нужно уезжать? Да. Безопасность? Не в безопасности. Ваша ученица, пожалуйста, стоит ли переезжать в Германию? Сейчас живу в Польше, застряла в тяжелом труде, не могу выйти на онлайн работу. Спасибо за ответ. Нет, не идет у вас облегчение жизни, еще будет долго. Все равно будете хоть в Германии, хоть в Польше тяжело работать. Все равно. Переедьте в другой город, в Польше, ближе к морю и улучшится, куда-нибудь в Гдиню. Будь ласка, чи залишись в Україні, чи виїхати? Я так зрозумів, ви декілька одних і тих же питань. Я ваша ученица, подскажите, в какой сфере себе аналогичная. Да зачем задавать по 5 раз? Ольга Билай.
Марафон был шикарный и столько исцеления. Со мной и моей семьей происходит каждый день. Спасибо, что вы есть и ваша семья Дуйко. Очень вас прошу. Мы... Ничего не прошу. Сегодня я опубликовал новую свою книгу. Она называется «Мантры Андрея Дуйко», которые я публикую периодически каждую неделю. Это новая книжка, она в электронном виде. В этой книге я даю, по-моему, там около сотни мантр, как привлечь в жизнь любимого человека, мужчину или женщину, найти друга, выйти замуж, быть счастливым. Вообще самый простой метод выйти замуж. Когда кто-нибудь выйдет замуж, то попросите у этой женщины, которая первые 2-3 дня после замужества будет носить какую-либо одежду, подарить вам эту одежду или продать. И носите эту одежду и выйдите замуж. Это проверено наверняка. Как можно привлечь клиентов на сеансы массажной терапии? Скоро еще больше. Спасибо большое за помощь. Проводите, а вас же никто не знает. Проводите, записывайте тиктоки, проводите YouTube какие-нибудь версии. Вот смотрите, как можно продавать. Итак. Каждый человек, кто на моем сайте ram.eco, сейчас я напишу, ram.eco, ram.eco. Каждый человек, который у меня на сайте, вот адрес сайта ram.eco, сегодня купит какое-либо, вот ram.eco. Каждый человек, который у меня сегодня купит на сайте ram.eco бытовую химию, которую выпускает моя компания, одна бутылочка, самого дешевого, все что угодно. Тот, кто купит, я всех этих людей увижу. И на следующей неделе, когда буду проводить вебинар, выберу человека и подарю этому человеку $300. $300. Поэтому обязательно участвуйте. Перейдите прямо сейчас в мой магазин ram.eco. Купите любой абсолютно продукт сегодня. Или завтра, хорошо, давайте сегодня и завтра. И вот те, кто купит, я этих людей всех выпишу после этого. И после этого помешаю вас, помешаю этих людей. И вот так вот достану человека и скажу, что этот человек выиграл $300. В чем особенность? Это будет не сертификат на покупку какого-либо товара, это будет деньги. То есть я достану деньги из своего кармана, $300, из Украины желательно вам быть, но не обязательно. Положу в конверт и отправлю вам прямо в руки домой. Поэтому я разыграю $300 для тех людей, которые приобретут у меня на моем сайте ram.eco для себя там, моющие там, для посуды или еще что-либо. Они все недорогие, там 200-300 гривен. Поэтому купите сегодня, купите завтра, и от меня будет вам подарок. Никто замуж сейчас не выходит. Я был на свадьбе несколько дней назад. Шикарная свадьба в центре Киева. Очень хорошие люди, хорошая девочка. Хороший мальчик, молодые. Мальчику... Почему мальчик не в армии? Мальчик был в армии, его ранили. Он сюда сейчас вернулся. И, я так понял, его демобилизовали. И сейчас девочка, с которой он живет, сделал ей предложение, они занимаются хорошим бизнесом, и вот он ей сделал предложение и говорит: я принципиально хочу иметь жену с печатью в паспорте, как я в свое время, точно так же рассуждает. У меня и так были женщины, с которыми я жил, которые еще думали, там, будут или хотят они со мной жить или не хотят, что-то искали.
Поэтому я потом сказал: слушай, я хочу жить с женщиной, которая 100% возьмет мою фамилию и будет моей женой. И вот Соня, когда познакомился, я говорю: я делаю тебе предложение, но у меня есть такое желание, чтобы женщина носила мою фамилию и жила под моей фамилией, и жила со мной, то есть с печатью в паспорте. И никаких двойных фамилий, там Синозадская, Дуйко, а только одна фамилия, и она моя. И вот после этого она говорит: ну хорошо, я согласна, раз тебе это так принципиально. Я говорю: и замужество принципиально, то есть я хочу, чтобы это было прям с печатью, вот для меня это было на то время важно. Можно заказать у менеджера какие-то моющие средства, можно заказать у менеджера, но лучше это сделать на самом сайте. Смотрите, кто сейчас сделает покупку, от меня подарок какой-нибудь семинар. Смотрите, прямо сейчас, кто сделает покупку, вот сейчас есть у вас время, смотрите, 5 минут. Вот сейчас кто за 5 минут сделает покупку, любую, то от меня будет семинар. Если первую ступень прошли, вторая в подарок. Если третью, четвертая. Если хотите какой-либо другой семинар будет. Давайте, 5 человек, которые сейчас сделают покупку, тут же эти 5 человек получат от меня в подарок семинар. Я подожду. Шановний Андрій Андрійович, хочу подякувати за гіпноз, це неймовірно. Дуже дякую. Ніяк не можемо продати стару машину, що треба зробити? Восхищайтесь їй, станьте возле нее і говорите: о, яка ти гарна, і гарні колеса, і гарне там ще щось. Здравствуйте, Андрей. Вы говорите, что шизофрения не вылечивается. Вы же дали коды от нее в 2018 году. Они тоже не могут помочь. Особенность кодов заключается в том, что у человека должна быть психическая энергия. Если человек знает, как ее накапливает, читает коды для психической энергии, тогда это может ему гипотетически помочь. Психическая энергия — это бензин, а болезнь обычно — это нет психической энергии, понимаете? Поэтому облегчить, да, вылечить психическая болезнь у психического больного человека кодами, но это, знаете, как-то, как машина будет ехать, и я ее заправлю, но как я ее заправлю, если бензина нет? Итак, первый человек, Жанна Волкова из Хмельницкого, Украина, получает от меня в подарок. Скажите, какой подарок вы хотите от меня получить? Жанна Волкова. Это только для людей, которые в Украине. О, Жанна, напишите. Де ж знайти чоловіка і вийти замуж? Вам не надо искать кого-то, чтобы выходить замуж. Живите и наслаждайтесь жизнью, они вас сами найдут. Серьезно я вам говорю, сами найдут, не ищите. Ну що, телефонуємо Жанні. Алло. Алло, здрасте, Жанна. Здравствуйте. Жанна, який семінар ви хочете від мене отримати? Я вот купила уже вторую ступень. А третью хотите от меня в подарок? Конечно. Ну вот, от меня третья ступень вам в подарок. Спасибо вам огромное. Тогда мне e-mail отправьте, хорошо? Я сейчас попрошу, оператор свяжется и вам... А вы меня слушаете, я слышу.
Ты тогда... Да, услышу. Сейчас оператор свяжется и вам третью ступень отправит. Да, спасибо огромное. И вам. Я очень рада. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот этой девочке отправить третью ступень в подарок, связаться с ней и узнать ее email. Ну, раз никто не торопится, будем заканчивать. 5 минут прошло. Вот так, получается, проворонили своє щастя. На этом всім гарного вечора, до побачення. Бувайте здорові, друзі.